Эй, всем Всем привет! привет! Всем привет! Добро пожаловать на Twitch-канал Lost Dice Club, клуб потерянных дайсов, где мы с ребятами собираемся каждую среду, чтобы сыграть в настольные ролевые игры. Добро пожаловать на игру «Приключения в Средиземье» в тени лихолесья. Рады видеть каждого из нас. Всех мы очень Из сильно нас. рады видеть. Мае Гованен, рады встрече, как бы сказали на эльфийском. Ну что, у нас сегодня будет замечательная игра. Сегодня вторая глава истории, третий стрим по этому приключению. Ребята очень сильно предвкушают. Лично я вообще жесть как предвкушаю каждую эту игру. Спасибо вам огромное за то, что смотрите, поддерживаете и видите нас. Я лично в своей праймере, ребята тоже, поэтому мы все кайфуем. Ну и самое главное, что вы тоже кайфуете от этого, мы это видим. Спасибо вам большое за фидбэк. Перейдем к нашим новостям и расскажем о том, что у нас происходит в Lost Dice Club. Это большое сообщество. Киберпанк, Dogtown Blues, кампейн, который мы играли аж с зимы этого года, даже прошлого, завершил свой первый сезон на нашем канале и вышел на YouTube в этом понедельник. В этом году. В этом году все верно, да? В этом году все. Прошу прощения, уже. Катя уже там знаете, десятилетия пролетела, там она эльфийка. Я эльф, типичная. понимаете? Да. Да, у меня как бы время течет совсем по-другому. Короче, финал сезона вышел на YouTube. Спасибо большое, что смотрите. Продолжайте смотреть. Ну и самое важное, переходите по ссылочке, которая выплывает, если вы еще не видели этот выпуск, и пишите свои комментарии под этим выпуском. А именно пишите, что вы хотите, чтобы мы застримили целый пересказ впечатлений первого сезона от наших игроков и нашего мастера Сереги. Все встретимся на Твиче и обсудим этот сезон. Это будет что-нибудь типа, мы еще думаем над кодовым названием, «Бар у Лости». Слава богу, не бар посмертия, все персонажи... Не буду спойлерить. В общем, не бар посмертия, да? Кто понял, тот понял. Небольшой спойлер для знатоков системы Киберпанк. Ну смотри, Бар Фокин Мотылек. Бар Да. Фокин Мотылек. Интрига запущена. Пожалуйста, переходите на наш YouTube-канал и смотрите выпуск Киберпанка. Финал сезона. Он получился очень ярким. Вышел Понимаешь, Катя? перевод книги. Подожди. Да. Быстренько маленький вопрос. Понимаешь, Катя, в посмертии вы можете сходить. Главное, чтобы вы не были в коктейльной карте. Слушайте человека, который Шарит. персонаж которого попал в коктейльную карту Бара посмертия. К другим новостям. Вышел перевод книги игрока и книги смотрителя в системе Кайрен, редакция 2. Скоро ожидайте официальные приключения, написанные и проиллюстрированные командой Naraverse. Ну, не все, конкретно одно. Одно Семейное приключение. гнездо. Мы о нем расскажем попозже, когда... Ну да, как бы расскажем о нем чуть-чуть подробнее попозже. Называется оно «Семейное гнездышко». В его написании его написал Рушан Алимов. Не помню, помогал ли ему кто-то. Если да, то поправьте меня. А проиллюстрировал это все, конечно же, Ласка, чьи арты вы прямо сейчас можете видеть на нашей карусели. Ласка, спасибо тебе огромное. Посмотрите, какие невероятные арты персонажей у нас есть в этой игре. И мы просто в восхищении, в благоговении и предвкушении, конечно же, увидеть результат трудов наших друзей совсем скоро. Новость третья, немаловажная. Сейчас мы покажем вам тизер того, что ждет вас в следующую среду, 3 июня. Саша, запускай. Меня вообще слышно? Алло? Хорошо. Доброе утро, Милстоун. Сегодня в меню слухи, драки, эмоциональные травмы, школьные разборки и очередная стрипня из кафетерия. Хорошего учебного дня, постарайтесь не попасть в полицию хотя бы до обеда и помните, что стоит внимательно выбирать, кому и что ты рассказываешь. А почему? Узнаете уже сами.
Вау, вы видели, что это было? Аплодисменты нашему Роде, который в качестве мастера проведет игру по собственной авторской системе, вдохновленной системой «Город тумана», которая называется Millstone, а игра будет называться «Старшая школа Millstone». Мы очень сильно ждем, предвкушаем, это будет яркое, крышесносное событие, это будет тушот, который мы с вами с удовольствием понаблюдаем на нашем Твиче и потом на YouTube-канале. Через среду, соответственно, будем сменяться «Властелин колец», «Millstone», «Властелин колец». Это будет 2 крышесносные игры. Ждите, кто будет участвовать в ней. Ну и, конечно же, вы знаете, что мастер игры у нас Родя. Ждем с нетерпением. Пишите в комментариях, как вам. Пишите в комментариях, кто вы думаете будет на этой игре королевой школы. Пишите. Родя. Есть какие-то варианты? Конечно. Дай им шанс, пожалуйста. Есть какие-то варианты? Родя директриса. Да. У которой, Ну и знаете ли, королева. бисектриса, вся в порядке. Мы ждем с нетерпением. Что же это будет? Друзья, на этом наши новости. А еще- Всё. Еще пишите в комментариях, если хотите, чтобы на 1 апреля Санечек провел старшую школу Millstone. Заряжаем ваших милф. И пишите, да, в комментариях. Чем больше комментариев, тем больше вероятность того, что пройдет эта игра. Я даже думаю, что Роди сам бы игроком с кайфом залетел в такую историю. На этом наши новости все. И мы перейдем к нашему Нет. стандартному протоколу. Не все. Как это не все? Мы забыли самую главную, самую Боже, важную, простите меня. самую весомую новость. Эта новость, она настолько фундаментальна, что она камень. Друзья, заходите в наш телеграм-канал и смотрите там репост камня авторства нашей дорогой художницы Зент и художницы, в том числе и участницы проекта Азар, которая создала 3D-версию камня Азара. Да, не Камень. забудьте включить В данный момент, поскольку монтаж сейчас в моих руках, на месте каждого из наших лиц сейчас находится камень. Все, это И флешмоб. включено на заднем Распространите плане. камень. И на заднем плане Кармель Дэнс. Используйте камень, присылайте друг другу Да, камень. Всем камень. На Всем этом камень. наши новости действительно все. Спасибо большое. И мы перейдем к нашему стандартному протоколу. Долго на этом не будем задерживаться, но обязательно расскажем вам о всех нюансах, которые есть в нашей игре. И самое первое и главное — это донатная система нашей игры. Если я не ошибаюсь, рассказывала у меня Люся про донатную систему. Я немножко поплыла. Люся, расскажи, пожалуйста, про донатную систему. Ты не ошибаешься, это мое почетное звание главного выпрашивателя денег с наших зрителей. Наши, собственно, постоянные зрители особенно знают, что на наших стримах практически всегда действует донатная система. Это ваша возможность повлиять тем или иным способом на происходящие события в игре. В данном случае вдохновение. За каждые 500 рублей вашего доната мы получаем один листик вдохновения, который можем потратить для того, чтобы либо перебросить бросочек неудачного кубика, либо некоторые способности нашей системы позволяют получить дополнительные преимущества за вдохновение. Но каждое такое использование — это манипуляция с тонкими нитями судьбы, это вмешательство в естественное течение событий, и оно негативно отражается на персонаже. Да, и силы тьмы, наверное, худшие черты человека могут проявиться в его сердце. И если переброшенный кубик с броска будет меньше 15, игрок получит пункт тени. Временно, конечно, но когда их накапливается много, очень страшные события могут произойти. Ну и, конечно, благодаря вашим донатам мы получаем возможность рисовать вот такие классные артики, которые сейчас поплыли, вот с этой стороны, я зеркальный. Такие классные артики, обновлять техническое оборудование, делать классные интро и становиться счастливыми. Большое спасибо всем, кто донатит. Переходите на Бусти. Да, у нас там еще, собственно, контент на Бусти, но я думаю, про него еще подробнее расскажут. Так что я передаю слово. Спасибо большое, Артем. У нас действительно есть Бусти и Patreon, и мы, конечно же, должны поблагодарить наших спонсоров, которые подписаны на наш Бусти и Patreon. Это легендарные Балхорн, Рушан Алимов,
Никита Пруцкой и Глеб МП3. Спасибо вам большое, что помогаете нам в нашем деле. Новые посты выходят. Совсем недавно вышел пост с рецептом от нашей дорогой Алены, а точнее от самой прабабушки Матильды Сумквилл, которая рассказывает рецепт медовой хлебной жабы. Золотая хлебная жаба ждет вас, всех подписчиков уровня, всех уровней, собственно говоря, наших платформ поддержки, поэтому новый контент не заставит себя ждать. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас. В следующем мы расскажем о нашей желтой ссылочке, сайт Мира, Вельди. Наш дорогой Саша Корвус, расскажи, пожалуйста, о нашем Мира. Друзья, насладимся этими прекрасными мгновениями. Собственно, на нашей желтой ссылочке, там, где сияет золотое солнце, вы сможете разглядеть все эти просторы наших игр и историй. Где-то они немного туманные, как леса Лихолесья. Где-то они чуть более возвышенные, как среди... как они называются? Гороскребов? Небоскребов, да, с летающими не то лодками, не то кораблями. Но не суть важно. Возможно, вы сможете узнать сами и сами просветить нас потом, что же это такие истории там рассказываются вместе с другими персонажами и новыми лицами. Так что Спасибо пишите, большое. видите, Это наблюдайте. супер. Наблюдайте. Спешите видеть, обязательно переходите на Мира. И мы напоминаем всегда о нашем Мире и напомним также о нем в наших соцсетях совсем скоро. Говоря о наших соцсетях, или сначала мы говорим о Дискорде, как о главном центре нашего сообщества. Сперва мы только о говорим про соцсетях. соцсети. Я права, значит, все. Я подумал, что я поплыла. Расскажем о наших соцсетях. Расскажи, Серега, пожалуйста, про наши соцсети, где нас можно найти и следить за нашими обновлениями. Кормамин Линдула Элелле. Мое сердце поет при встрече с вами, дорогие друзья. И также оно поет, когда вы подписываетесь на наши соцсети, а именно наш Телеграм, в котором выходят эксклюзивные кружочки. Вы заметили, что у Наташи, оказывается, на нашем стриме зеленые глаза? Они там очень хорошо подчеркиваются, так что идите проверять на кружочке у нас в Телеграме. Во-вторых, у нас есть наши платформы коротких видео. Это YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok и VK клипы, где вы можете посмотреть всякие коротенькие смешные вырезки с наших стримов. А также у нас есть... У нас есть наш Discord, конечно же, про который отдельно расскажет Санечек. Но в целом все у нас есть в топ-линке. Зачем рассказывать долго, когда можно просто зайти и удобно все посмотреть в одном месте и проверить, на все ли ты подписан. А я передаю свое слово дальше. Спасибо большое. Спасибо, Егин. Спасибо, Сережа. Мы переходим, естественно, логически к нашему Discord-серверу, центр сообщества, о котором нам расскажет Санечек. Дрога, расскажи, пожалуйста, о нашем Discord-сервере. Санечек не знает ни эльфийского, ни гномьего, поэтому Санечек будет говорить обычными словами. Уж простите, Дрога знает, но Санечек нет. Вот. Центр нашего сообщества, Discord. Это именно то место, где мы после стримов каждый раз собираемся, чтобы обсудить прошедший стрим вместе с вами. Это место, где проводятся различные игры, кампейны по разным абсолютно системам. Там же вы можете увидеть нас в качестве игроков и мастеров и даже поиграть у нас. Там же выкладываются арты по нашим играм, как, например, Тостер сделал прекрасный арт по, собственно, текущему кампейну в Тени Лихолесья. Также там он выкладывает, к примеру, какие-то полезные вещи, и вы тоже можете поделиться этими полезными вещами с нами и с нашим сообществом. Мы будем только рады. И, собственно, там же вы можете посмотреть на другие какие-либо вещи. Например, каждую среду мы постим жаб, потому что это жабья среда. А каждую пятницу мы устраиваем Music Dice Friday, где вы можете послушать хорошую музыку. По понедельникам у нас так называемый
командой, но я бы предпочел называть его Киска Тайм. Но, anyway, так сказать, вы в любом случае можете поделиться своим питомцем, красивыми фотографиями, не только красивыми, забавными, собственно, в нашем чате. Ждем вас. Ссылочка внизу, и периодически бот ее делает. Да, приходите. Естественно, переходим, подписываемся, смотрим. Мы вас всех там очень рады будем видеть. Наташа, Немрадель, отправляй послание в будущее. Ты, зритель, который видит нас сейчас на YouTube, спасибо тебе огромное, что, во-первых, смотришь наш канал. Надеюсь, ты подписан. Если нет, исправляй эту оплошность немедленно. И обязательно пиши комментарий. Как уже много сегодня было сказано о комментариях, о том, что туда можно написать. А я хочу сказать, зачем это нам нужно. Ведь каждый комментарий позволяет алгоритмам понять, что вам нравятся наши ролики, что вам интересно их смотреть. И все больше и больше людей, ну вы поняли, все больше и больше людей смогут увидеть эти самые ролики, когда вы напишете хотя бы пару слов. Даже пара слов уже позволяет алгоритмам увидеть нас и порекомендовать кому-то со схожими интересами. Поэтому, пожалуйста, уделите пару минут своего времени, может даже меньше, как в зависимости от того, как быстро вы печатаете, и напишите что-то, что хотите оставить нам в комментариях. Это очень важно, правда. Ну, на этом, кажется, пора переходить. Саша, делай красиво. В глубокой норе жил-был хоббит. Разумеется, не в грязной сырой норе, где из стен лезут червяки и дурно пахнет. Но и не в сухой песчаной норе, где шаром покати не на чем даже посидеть, не говоря уже о том, чтобы чем-нибудь подкрепиться. Вовсе нет. То была настоящая хоббичья нора. А это значит очень и очень уютная. Шир. Земля хоббитов, расположенная на северо-западе континента в центральном Ариадоре, на территории распавшегося королевства Арнор. Это воплощение покоя, тепла и самого безмятежного уюта, какой только можно отыскать в Средиземье. Это место, где время не бежит, а медленно течет, приглашая присесть на удобную лавочку, закурить трубку, передохнуть. Он раскинулся на мягких пологих холмах, покрытых сочной зеленой травой. Тут и там из склонов выглядывают знаменитые хоббичьи норы, благоустроенные жилища с яркими дверьми, желтыми, синими, красными, густо-зелеными. Каждая такая дверь украшена сияющей латунной ручкой, расположенной ровно посередине. На самой вершине большого холма, бэк-энд, над которым раскинул ветви могучий дуб, охраняется покой хозяина, мистера Бэггинса. Хоббиты очень хозяйственны, поэтому у каждого порога буйствуют настурции, маргаритки, подсолнухи на высоких ножках, наполняя воздух сладким ароматом.
Из кирпичных труб, торчащих прямо из травы, вьются струйки белого дыма, призвок к тому, что уже кто-то готовит свой завтрак. У подножия холма лениво вращается колесо старой водяной мельницы, а река Уолтер тихо плещется о берег. Слышны далекий лай собак, смех хоббитов и звон посуды из открытых окон трактира «Зеленый дракон», который готовится к новому дню. Пахнет свежевыпеченным хлебом, сушеной кошачьей мятой и лучшим табаком из Южной Чети. Шир — это место, где самая большая опасность — опоздать к обеду, а главная новость — размер выросшей у соседа тыквы. Дрога. Ты просыпаешься в своей уютной постели. Скажи мне, как ты думаешь, какого цвета дверь в твоем доме? Я думаю, она из темного дуба. М. Она в естественном оттенке? Да, она такой, знаешь, темный дуб, не который черный, а такой темно-коричневый. Очень уютно выглядит на фоне того, что сама нора, по крайней мере, те стены, которые виднеются из-под, так сказать, естественных зеленых ограждений и навершия небольшого холмика, они светлые. И с небольшими... а, видно, что старая краска, но это ухоженная старая краска, голубоватыми, господи, как они называются-то, вот эти вот ставнями на окнах. Ставни, все верно. Голубые ставни. Первые солнечные лучи щекочут твой нос через распахнутое круглое окошко. И как раз распахнутые голубые ставни. Подожди. Кажется, сквозит не совсем через окно, как-то уж больно сильно дует. Ты просыпаешься в своей постели и вспоминаешь Адуна Дань, что вчера пришла, что ты привел вчера в свою нору. Обогрел, накормил, полечил ее раны. Накормил — это сильно сказано. Дрога вспоминает, в какой лихорадке она была, и ему приходилось буквально вливать ей в горло этот горячий суп, лишь бы ей полегчало. А ведь он изначально планировал всего лишь сходить за травами. Планировал, что он сделает хороший пирог с помощью этих трав. Он встает, в первую очередь потягивается, быстренько натягивает свои штаны с подтяжками, как и, наверное, у любого себя уважающего хоббита. Хотя Дрога еще трудно назвать уважающим себя хоббитом, так как согласно законам хоббита, он еще недоросль. Но, тем не менее, перебирая очень быстро своими маленькими ножками, он оказывается около двери, наблюдая, как она распахнута. Да, ваша дверь, как ты описал ее, из темного дерева, распахнута, и ты чуть-чуть как раз касаясь ее поверхности, слышишь, как она немножечко поскрипывает, отвечая в ответ на твое движение. Стены твоего дома обшиты дубовыми панелями, а полы выложены плиткой с цветочным узором, устланные пестрыми коврами в тех местах, где нужно, чтобы пол был теплее. На полках кухни ровными рядами стоят начищенные кастрюли, тебе их видно отсюда, чайники, тяжелые сковородки, в которых отражается огонь очага. Это центр вашего дома. Хотя центр норы хоббита обычно находится в гостиной, где принимают гостей, кухня в вашей семье занимает главное место. В гостиной здесь же стоят и глубокие кресла с высокими спинками, вышитыми подушками, придвинутые поближе к камину. Там ты и уложил девушку после того, как привел ее домой. В страхе за ее жизнь, но понял, что то, что ты сделал, спасло ее. Спасло ее, и, наверное, ты выиграл еще один день для того, чтобы у нее было больше уюта, поскольку выглядела она так, что она давно не видела теплого очага. Но сейчас ее не видно. На кухне ты слышишь, что загремела посуда.
Он оглядывается, смотрит на порог. Может быть, кто-то пришел, но забыл закрыть дверь. Нет, обычно в шире все стучатся перед тем, как зайти. Хоббиты все-таки довольно вежливый народ. И он бежит в то место, где, собственно, оставил странницу, которую совсем прошлой ночью, практически вечером он ее нашел. Наблюдая, наверное, одеяло, которое осталось только после нее. И Ты видишь, что мешочек. одеяло аккуратно сложено в 4 ровные части и бережно положено на спинку этого кресла, в котором ты ее оставил. И куда она пошла? И видит, что остался мешочек на тумбочке рядом со входом в эту комнату. Мгм. И маленькая записка. Он быстро берет записку, берет мешочек, проминая его в руках, он чувствует деньги. Открывает 4 серебряника. И считает записку. Что бы там могло быть написано, Эгин, в этой записке? Благодарю за вашу помощь, незнакомец. Смею предположить, что благодаря вам я смогу прожить еще один день. И я вам за это благодарна. Примите эти деньги. Большего у меня нет. И прошу, не пытайтесь меня найти. Примите деньги? Знаешь, он просто видит, знаешь, смотрит на свою нору, 4 серебряника и такой... Ладно, что было, то было. Он быстренько запихивает этот мешочек вместе с запиской в карман и бежит на кухню. Ты вбегаешь в кухню. Здесь бесконечные полки встречают тебя. Тут же и часть кладовых, которая разрослась у вас чуть шире кладовой комнаты и заходит на саму территорию кухни. У уважающего себя хоббита кладовых больше, чем спален. Это важно. Но у вас ее, наверное, еще больше, так как Сунквиллы этим славятся. У вас там хранятся целые головы сыра, подвешенные окорока, бочонки с солеными огурцами, другими закрутками, бесконечные ряды банок с вареньем. Аромат в кладовой стоит сушеной мяты, розмарина, яблок и свежего теста. Ты видишь, что спиной как раз на кухне стоит твоя матушка и, видимо, готовит шарлотку из яблок. Она поворачивается на тебя. Доброе утро, Дрога. Шарлотку решилась Утром... сделать. Да, это хорошая идея. А ты не видела, куда направилась женщина? Довольно высокого роста. Та большая женщина, которая лежала у нас в гостиной. Да, она ушла. Да. Она же... Она катает тесто. Мгм. Она же... раны еще не затянулись, и она даже не позавтракала. И слышно, как просто, наверное, знаешь, видно, как, знаешь, матушка вот раскатывает это тесто, и сзади просто слышно гром кастрюлек, как Дрога бегает туда-сюда между кладовыми, как он просто запихивает в этот маленький рюкзак все, что может пригодиться, по его мнению, а базилик действительно может пригодиться в пути. Мгм. Ты, наверное, знаешь, даже за какой-нибудь вещью тянешься вот так через маму, потому что там стоят какие-то перед ее рабочим местом, которым она пространством, где она расположилась, там какие-то банки тоже, да, там засушенные какие-то коренья. Твоя миниатюрная мама, жизнерадостная и уютная, хоббит с неизменно горящими, веселыми искорками в глазах. Она одета в платье с фартуком из зеленого вельвета, подпоясанной тесемкой с маргаритками, вышитыми вручную. У нее светлые кудрявые волосы ниже плеч, прядки, которые она вечно смахивает с лица тыльной стороной ладони, либо дует на них, чтобы они отлетели с лица и со лба, и
Что наигранно строго посмотреть на сына из-за того, что тот слишком много времени провел у качели, у пруда, а ужин уже остыл. Сынок, возьми еще вот это. Она протягивает тебе засушенные какие-то приправы типа базилика. О, петрушка, да, петрушка тоже подойдет. Она не поела, я думаю, я сделаю ей в пути, а потом Да, ты вернусь. сделаешь, конечно. Только, слушай, мам, если я задержусь на год, как Дорогой, мистер Бэггинс, путь до Берии, в который она, скорее всего, направилась, не такой уж и долгий. Катает дальше тесто, присыпая, ну, знаешь, сверху м- немножечко. мало ли что может случиться на пути, учитывая, в каком состоянии я ее нашел. Подожди. А, Да. Вытаскивает Матильду. Она точно пригодится. Пихает ее. Не пихает, даже, знаешь, подвешивает ее за рюкзак, за лямочку. В ней специально есть вот эта вот сзади дырочка. Ручка. Да. Дырочка. Вот. Если я задержусь, вдруг как мистер Бэггинс, не продавайте, пожалуйста, мебель. Ой, да. Что ты? Она стряхивает немножечко муку с рук, опирается вот так вот на столешницу, которой она работает, и смотрит на тебя, смахнув прядку со лба, которая кучеряшка, это была блондинистая, опять упала на лицо. Сынок, я помню, как ты слушал с упоением рассказы старины Бильбо Бэггинс в «Зеленом драконе». Неужто ли он заразил тебя жаждой приключений в самом деле? Ну, не то чтобы только он смотрит на, знаешь, это не совсем почетное место. Это скорее, знаешь, как вот есть полочка верхняя, и там очень много на кухне различных книжек. Среди этих книжек лежит ветхая книжка, но она лежит на самом верху, потому что Дрога часто ее брал, зачитываясь тем, какие рецепты там написаны, и что еще может приготовить прабабушка сегодня на ужин. Потому что каждый раз это была сродни лотереи. Если ты видел, как она несет яйца и чеснок, пытаясь подумать о том, что она приготовит какой-то странный яйца-пашот, внезапно она удивляла довольно пряными, можно сказать, практически остренькими багетами с чесночком, которые замечательно шли к выпивке, которую подавали в «Зеленом драконе». Но Дрога так и ни разу не смог, зная все рецепты бабушкиной книги, угадать, что будет на ужин, завтрак, обед, второй завтрак, полдник и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что у хоббита всего 5 раз в день принято есть, конкретно в нашей семье, возможно, мы едим раз 10 в день. Просто потому, что мы привыкли к тому, что еда очень вкусная, и она не обязательно должна быть очень тяжелой. Это правда. Твоя матушка смотрит за твоим взглядом вот такой на полку наверх. И, наверное, как раз у входа в эту кухню, в которой вы стоите, висят вообще портреты семьи в круглых рамках, в том числе и портрет вашей прабабушки Матильды Сунквилл. На самом деле, я понимаю тебя, Дрога. Она хитро подмигивает тебе. Достает лесенку, которая вот таким вот движением она ее раскрывает, из-за чего она расширяется и становится выше. Ставит ее на пол, начинает подниматься, дерась руками и перебирая ногами по ней наверх. Все мы в Шире так или иначе являемся друг другу дальними родственниками. Думаю, затесались где-то влияние Туков или Бэггинсов и в нашей с тобой семье. Она протягивает пухленькие ручонки, такие же, как у тебя, очень похожие на те, которые вот ты как вырос. Начинаешь замечать сходство со своими родителями. Она протягивает их вверх, хватает с полочки, специальные отдельные полочки для книги рецептов Матильды Сунквилл. Прабабушка Матильда, она гладит по корешку этой
книги. Очень бы гордилась тобой, сынок. Начинает слезать оттуда со скрипом. И с последней ступенечки спрыгивает. Чем ты так думаешь? Резко пробуждает тебя как будто бы от этого видения, которое ты наблюдал, смотря на труды своей прабабушки знаменитой. Будь осторожен. Она протягивает тебе книгу. Берет эту книгу, смотрит на нее некоторое время. Она даже не пыльная, несмотря на ее внешний вид. Но, несмотря на то, что она довольно ветхая, дорогу она выдержит, точно выдержит. Даже если это будет небольшая дорога. Береги ее книгу. Она ей очень дорожила. Может быть, я... в мечтах, может быть, я продолжу ее. Там столько недописанных страниц. И все на разных языках. Прабабушка говорила, что так записывали ее друзья, но... Знаешь, он поворачивается, взгляд видит на сковородке вот эти рунические, практически идеальный шрифт гномов. На ручке написано «Матильда». И это даже не имя сковородки, это как принадлежность, чья это вещь. Но так или иначе, эту сковородку в семье и прозвали Матильдой. Да, ты смотришь на рюкзак свой походный, который стоит у двери, ожидая, что ты возьмешь и закинешь его на плечо. А Матильде, она кивает в сторону сковородки. Ничего не будет, вот увидишь. Она нас всех еще переживет. Она берет за тебя за плечо рукой и сжимает. Как говорила бабушка, меч и клинки помогут только в битве, а сковородка будет служить тебе 3 раза в день минимум, а еще твоим внукам и правнукам. Это абсолютная правда, сынок. Ну, давай, пока твой отец не вернулся. Она тебя заключает в объятия, очень крепкие, прижимает к себе. Постараюсь сделать все, что смогу, но если что, буду сваливать всю вину на кого-нибудь. Можно и на прабабушку, ее все равно уже нет живых. Он обнимает ее. Только смотри, чтобы прабабушка внезапно не обратилась злым духом после этого и отожгла плиту. Или, что еще хуже, еда бы сгорела. Нет, ничего. У нас с твоей бабушкой есть на это свое право. Ну давай, возьми посох отца. Я думаю, я обойдусь без него, потому что папа очень ругался в прошлый раз, когда я с ним убежал до пруда. Да. И он достает платок, который он схватил. Мама постоянно забывает об этом. И он сворачивает его и повязывает ей наверху, чтобы прядки больше не падали. О, да, так лучше. Спасибо, друга. Ну, Би, скорее за девушкой Донадайн. Она вышла на тропу и пошла в сторону Бри. Ты знаешь все тропинки шире, я знаю, она чуть-чуть треплет тебя по щеке. Поторопись. Он улыбается, глядя на нее. Я пошел, мам. И быстренько чмокает ее в щечку, хватая рюкзак и на пути, выбегая среди этих крутых маленьких дорожек, бежа, пытаясь урегулировать этот рюкзак, который тяжелый из-за кастрюлек, Матильды. И он гремит буквально на весь шир этим ранним утром, пробуждая всех остальных. Мимо домов, как он пробегает. Ты пробегаешь мимо домиков, которые тут и там расположены вдоль дороги. Разноцветные дверцы будто бы улыбаются тебе в путь. И ты понимаешь, что это приключение, которое нашло тебя спонтанно. Но в то же время оно тебе было необходимо.
Вы все находитесь в доме старого охотника Бёрнинга. Это жилище похоже на медвежью берлогу, и никак иначе, перестроенную будто бы в крепость. Если дом травницы был наполнен ароматными цветов, уютом, то здесь все дышит суровой дисциплиной леса, кожей и старым железом. Нижняя часть дома выложена из массивных речных валунов, а верх из почерневших от времени кедровых бревен. Дом кажется вросшим в землю, приземистым, очень надежным. Это жилище было окружено мощным забором, когда вы входили сюда, из заостренных кольев. На воротах вместо украшений висели черепа варгов или огромные рога оленей. Предупреждение для любого, кто придет со злым умыслом в дом Ульфрика, Седого Клыка. Внутри, находясь, вы видите трофеи, которые растянуты тут и там. Старый охотник не убивает ради забавы, но каждый хищник, посягнувший на его территорию, становится частью его дома. Вы находитесь в центре главной залы. Пылает открытый костер, обложенный камнями. Дым уходит в отверстие в крыше. Над огнем всегда висит вертел или тяжелый чугунный казан, как сейчас. Здесь пахнет дегтем, ржаным маслом, копченым мясом и еловой смолой. Это резкий мужской запах старого воина, который проводит в лесу больше времени, чем под своей крышей. Пол полностью заслан толстыми меховыми шкурами. На них можно спать, на них греются огромные псы, которые живут вместе с хозяином. Один черный и один серый. Они приветственно поднимают головы, видя Эурика, который вошел внутрь после того, как выходил наружу. Я осматриваюсь в помещении, находя место, где можно опуститься, скинув с себя поклажу, которая на мне была, скинув доспех, в льняной рубашке, усевшись напротив костра. Ты смотришь вокруг себя и видишь на стенах длинные тисовые луки, тяжелые копья с широкими наконечниками, чтобы можно было остановить кабана или даже орка. Ты это сможешь сразу понять, поскольку видел такие же в Эдорасе. Массивные топоры с длинными топорищами. Охотник Бёрнинг, видимо, предпочитает оружие, которое не сломается в лапе медведя. В углу стоит верстак, заваленный перьями для стрел, кремнями и сухожилиями для тетивы. Старик сам мастерит свои снаряды, делая их тяжелыми и пробивными. И в почетном месте висит потемневшая кольчуга, покрытая глубокими отметинами от когтей. Память о былых сражениях где-то на территории глухомани. Я, проверив свою повязку, я замечаю, что у меня открылась рана, и повязка стала красной. Я пытаюсь ее снять и сам перебинтоваться, но получается это очень неудобно. Из-за того, Ты что слышишь рана в неудобном маленький месте. топот, такой, знаешь, злой топот Я к одной поворачиваюсь. ноге. Видишь, О. скрещенные руки уходят. Да, вместе с этим маленьким топотом он приближается таким, уже несколько не настолько привычной поступью, нет вот этих звенящих мешков, какой-то там части доспехов, этих инструментов, но чувствуется, как проминается все равно земля под ним, и сзади, как за дрога, как будто бы появляется такая тень. Дрога, Эльзи. Господин Элрик, я бы сказал, в вашем состоянии крайне не рекомендуется так уж активно вести свою дальнейшую жизнь. Мне не рекомендуется. А ты должен обязательно лежать, пока травы не подействуют. Вот сходил, прогулялся, и что? Рана открылась. Я кому велел лежать? Я приношу извинения, но моя вольная душа не может находиться в 4 стенах. Ей нужен простор, небо, уже темное небо, но звездное небо, чтобы подышать свежим воздухом, послушать пение птиц. Правда, рано открылась, но... Дрога Я- достает сковородку.
Я знаю, понял. можно Я совладать понял. своей душой. Мы как раз недавно жарили коржик. А я, кстати, Так что распорядок. ложись, я сменю бинты. Спасибо Лежи большое. и отдыхай. Ладно. Эврик отходит от костра, находит лежанку свою и укладывается. Вот так. Да-да-да. Дрога бинтовывает снова, накладывает травы, которые были там. Ну, он, знаешь, чуть-чуть так, знаешь, чтобы Элрик понял, что не надо вставать. Они немножко пощипливают. Чуть больнее, чем, типа, в прошлый раз. Чуть больнее, типа. Это все потому, что ты рано открылась. Трава сейчас действует плохо, поэтому ты должен лежать. Он бубнит очень долго, знаешь, как вот... Это досталось ему от прабабки. Эврик воин, он стойкий, поэтому он ни звука не издает, но и лицо его скукоживается немного, искривляется такой неприятной гримасе. Я же говорил, и, наверное, когда заканчивается, ты видишь, как он немножко похлапывает, когда заканчивается, все, лежи. И в этот момент его лицо становится очень ехидным, немножко злостным, и он смотрит на Вивити. У нас остался мед. Да, я как раз таки ранее предлагал, думаю, такой прекрасный напиток. Я специально сделал чай, с которым можно будет разбавить с чаем, чай, с которым можно выпить холодненьким, чай, с которым можно выпить тепленьким, сразу для каждого вкуса. Может быть, кому-то будет охота еще с можжевелыми ягодами чуть-чуть добавить, ибо удалось немножко нарвать, пока мы здесь ходили. Он подбегает к тебе, шепчет что-то тебе на ухо. Мы можем ее сделать здесь, а потом нести до Трандуила. На самом деле, наверняка у вас найдется какой-нибудь изумительный семейный рецепт, не так ли, мистер Дрогу? Он поднимает книжку, и из нее так... Я бы попросил вас, скажем так, удивить здесь собравшихся, и в особенности меня, как знатока большого количества соответствующих напитков. Прошу вас. Тогда мне понадобится ваша помощь, потому что с гномем есть некоторые проблемы. Он протягивает тебе книгу. Там на гномье, собственно, написан рецепт крепкой гномьей медовухи. Надо же. Судя по всему... Ага. Я так понимаю, подписи здесь... Матильда — это, верно, ваша старая родственница. Ты видишь, что Дрога уже в этот момент, он знает эти рецепты наизусть. Он перечитывал их столько раз, что там есть некоторые пробелы. Он просто оставляет книгу у тебя. Матильда — это моя прабабушка, Матильда Сумквилл. Она говорила, что не все рецепты написала она сама, а некоторые помогали писать ей ее друзья. Но учитывая количество почерков в этой книге, я уверен, что у нее было довольно много друзей среди эльфов, гномов и людей. И он начинает перебирать. Это Будешь что-то листать воистину книгу дальше? изумительно. Он на самом деле, да, то есть до этого у него не было возможности как-то ее основательно прочитать. Он все смотрел со стороны, думал, что, наверное, наверняка обычная книга рецептов, распространенная среди хоббитов, но это его несколько удивило в приятную степень, видя, что здесь, судя по написанию, представители прям различных гномьих народностей. Так что он еще больше начнет как раз листать и высматривать, может быть, нечто знакомое, может быть, наоборот, совершенно незнакомое. Вельди, кинь мне, пожалуйста, бросочек на традиции. И пока ты это делаешь, мы переместимся к девушкам.
Вы стоите на территории владений Ульфрика. У вас открывается вид на учащающееся количество деревьев, но вы еще не на опушке Лихолесья. День пути, который вы преодолели, достаточно быстро, большое расстояние, вымотал вас. И сейчас вы понимаете, что вам необходима была эта передышка. Эген, Нимродель. Вымотал даже не столько день, сколько бой с врагом, который преподнес некоторое количество сюрпризов. И Эген задумчиво вертит у себя в пальцах найденную нуменорскую стрелу, гадая, принадлежит ли она тому самому загадочному Дунедайну, о котором говорили в доме Бьорна. Или, быть может, кто-то еще из ее родичей проходил здесь. Почему ты хочешь знать о моем проклятии? Очевидно, судьба связала нас с этим путешествием, и мне кажется правильным знать тех, с кем мы идем рядом. Ну и не буду лукавить, я ощущаю, что это важно. Это важно для нас. У слуг тьмы давно есть древняя обида, затаённая на людей моего рода, Дунедайн. Начиная со времен, когда Исильдур срезал кольцо с пальца Саурона. Моя история далеко не такая же героическая. Она произошла, можно сказать, случайно. Кто-то скажет счастливо, кто-то трагически. Но я жила в поселении со своими родителями. На окраине северных земель. И так случилось, что тень накрыла его. Полчища разбойников с черной кровью. Они сожгли все дотла. Убили всех. Я чудом выжила. Выбралась из-под тел, уже лишённая глаза. И я боролась. Найдя обломок стрелы, я уходила оттуда как могла. Но тварь, гоблин, убитый мной, смеялся в момент, пока задыхался своей черной кровью. И сказал мне на темном наречии фразу, которую я вдруг внезапно начала понимать. Что не видать мне более покоя. Ибо смотрит мне в душу взгляд темного владыки. На этих словах она приподнимает свою повязку, сдвигая ее со лба, показывая тебе покрытый шрамами глаз. Очень неровными, глубокими. Само же глазное яблоко сейчас представляет из себя истерзанное бельмо, словно белый камушек, вложенный туда вместо человеческого глаза. Однако все так же отблескивающий в факелах и лучах солнца. Как только рядом оказываются слуги тени, я вижу красное око
этим самым глазом и чувствую боль, как в тот самый день, когда каленое железо выжигает мне мою черепную коробку. И куда бы я ни шла, тень всегда оказывается рядом. По моей вине погибло большое количество невинных людей, которые не заслуживали такой участи. Потому я стараюсь не задерживаться подолгу в одном месте. Мне очень жаль, что вам пришлось все это пережить, и простите, если я заставила ощутить боль старых ран. Но мне кажется, этот поход может... Я не хочу давать ложную надежду, но мне хочется верить, что, возможно, этот поход поможет. Дело в том, что с недавних пор я вижу странные сны, и я не помню, что конкретно в них происходило, или деталей. Скорее, ощущения. И когда мы встретились там, в той таверне, я словно вспомнила вас и спутников, с которыми мы идем сегодня. Я думаю, что это не просто так. Мне не доводилось ранее слышать об этом, но эльфийская магия полна чудес. Я не сомневаюсь в том, что вы обладаете уникальным даром. Всяко лучше, чем вести за собой войска тени. Как бы там ни было, я тоже ощущаю ее присутствие, пусть и не так, как вы, не так ярко и не так отчетливо. Я заметила ваше стремление уединения, и хочу сказать, что хотя бы на время этого пути попробуйте отбросить это. Отбросить? Ну, наверное, я не вправе говорить подобные вещи. Мне кажется, здесь вы можете не переживать. Вы видели прошлый бой? Мы довольно неплохо показали себя в нем, я считаю. Да, мне повезло с моими спутниками. В этом я не сомневаюсь. Так, попробуйте довериться нам. Тут дело не в доверии. Именно то, что я ценю ваши силы и ваш вклад, делает мне больнее осознание того, что по моей вине вы можете не пережить этого похода. Значит, это все-таки доверие. Доверие в том, что мы справимся. Доверие в том, что один раз у нас уже удалось отвергнуть атаку противника. То была лишь малая доля его силы. Признаться, я понимаю. И, признаться, я тоже сомневалась относительно этого похода и нашей боевой мощи. Но
встреча с варгами, стрела, кою вы выпустили, и та, которую получилось найти, я видела. А, Я считаю это все добрыми знаками того, что нам по силам грядущее. Леди Немрадель, одной храбрости недостаточно для того, чтобы противостоять злу. Эорик храбрый воин. Однако, этот бой чуть не стоил ему жизни. Это лишь первый. И это всего первый бой. Мы не были ранее группой, отрядом, и не знали до настоящего времени стили сражения друг друга. Но теперь мы можем подстроиться и закрыть слабые места друг друга, усилив сильные стороны. Что ж, я не вправе отговаривать, да и бесполезна эта затея. В любом случае, без проводника мне будет тяжело идти вперед. Тем более, что совсем скоро вы окажетесь в Лихолесье. Там правила игры совершенно поменяются. Если Немрадель — это для тебя родной дом, то Эген окажется там впервые. Именно потому я к тебе и обратилась в первую очередь. Диолле, леди Немрадель. Благодарю вас. Я думаю, что все-таки это судьба. Возможно. Впрочем, я оставлю эту мысль при себе. Думаю, нам стоит вернуться к остальным. Верно. Вы... Возможно, Немрадель сначала первая поворачивается в сторону дома старого охотника, следуя легкой поступью неслышной, ловко перескакивая через буреломы необработанной земли. Когда-то здесь, наверное, паслись стада этого охотника, но сейчас, ввиду того, что он уже в возрасте, не справляется с хозяйством, приходится перескакивать через заброшенные участки. Ты ловко делаешь это, приближаясь к дому. А Эген смотрит в небо, видя, что ей приветственно поблескивает созвездие. Небо очистилось, и над головой сверкают первые звезды. Она слегка поправляет свою повязку, которую она только что сдвигала. Укажите мне путь. И последует вслед за Немрадель. Тем временем, внутри дома старого охотника Дрого уже вовсю кашеварит на кухне. Между прочим, Ой, прошу прощения, Вельди, скажи, пожалуйста, какой у тебя результат? У меня 19. Эорик, говори пока то, что ты говорил. Между прочим, господа врачевары, должен заметить, что для лечения любых болезней нет лекарства лучше хорошего меда. Все непременно, конечно. Но сперва покой. Да, но сперва покой. Мед еще должен настояться. Ну, как вам сказать, если вдруг у нас остались запасы, которые вы там туда-сюда припрятали, то просто к сведению доношу, что это лекарство сейчас как нельзя лучше подошло бы моему израненному, травмированному организму. Я могу
преподнести вам некоторый аперитивчик. И я буду благодарен. По гроб жизни буду тебе обязан, Вельди. Единственное, он может быть несколько... Он чуть легче меда, но не крайне терпкое послевкусие. Вы когда-нибудь пробовали роханское светлое? Пойди сдумался. Вроде бы да. Это сейчас угроза была? О, привет, идея. Почему сразу угроза? Между прочим, наш солод, наш хмель растет на самых высоких холмах нашей роханской холмистой местности. Я не помню название этих холмов, но они определенно лучшие. Вот. И самое главное, что наше пиво самое крепкое пиво в регионе. Так что его пить могут только сильнейшие воины. Она слегка наклоняется в сторону Дрога. Он лихорадит. Начиная с нашего пути. Но видно, что Дрога в этот момент очень активно прыгает вокруг по табуреткам, поскольку, я думаю, там все равно побольше, скажем так, местная плита, если ее так можно назвать, или как-то организует себе пространство для того, чтобы начать готовить. И все это он делает очень методично, очень быстро, очень выверенно, как будто бы таймер установлен у него в голове. Он поставил на сковородку одно, в это время из маленькой кастрюльки уже что-то кипит второе, третье лежит рядом, и сейчас он его режет. И все это вместе бурлит, скрипчит и наполняется прекрасными запахами собственно, весь дом. А Вильди, пока изучал книгу, ты начинаешь замечать странности в рецептах. Поскольку ты кинул 19 на проверку, ты листаешь и прям сразу попадаешь на страницу снова на гномьем языке. Что там описано, Дорога, расскажи. Там довольно, на самом деле, многовато рецептов на гномьем, но пролистывая их, ты видишь пометки на Вестроне какие-либо. Видно, что они все, в отличие от рецептов и большинства, сделаны именно одним почерком. Может быть, разными чернилами, некоторые где-то подрасплылись. Но кажется очень странными эти пометки. Потому что вот рецепт хорошего вяленого мяса. Как разжечь костер, как сделать узлы. Как нужно прятаться в случае нападения орков. Или куда лучше обратиться за помощью. Создается впечатление, что это не книга рецептов, это руководство по выживанию. В какой-то момент вчитываясь. Это гениально. Нет. Ну да, у бабушки много хороших рецептов про бабушку. Нет. Здесь не только рецепты. Но, дорогой друг мой, дорогой. Да что еще? Здесь буквально очень много чего, особенно касательно того, что можно встретить в необследованных горах, среди заводей. Как будто бы это даже не просто книга рецептов, а скорее какая-то рейнджерская книга. Ну, прабабушка говорила, что она обошла своими ногами все Средиземье, но у нас серьезно к этому не относились. Больше интересовали рецепты, которые они принесли. Книга считалась семейной реликвией, потому что там было много разной кухни. Но она не Мне дописана. все больше становится интересно, кем же была эта достопочтенная дева, женщина, дама, что она Моей смогла изменить прабабушкой. действительно... Нет, я не в этом плане. Просто, хоббиты не то чтобы славятся своими
дальними путешествиями, а это прям выдающийся подвиг. Я могу вспомнить лишь второе вот такого, это, конечно же, немалоизвестного Бильбо. Мистер Бэггинс. О, он много рассказывал и очень красивых, интересных историй. За вот этой перепалкой, которая у вас происходит, в какой-то момент вы не замечаете, что в соседней комнате, буквально, которая находится в проходе от кухни, в которой сейчас происходит вся готовка, за огромным креслом, вырезанного из цельного пня, застеленного медвежьей шкурой, сидит хозяин. Рядом на столике у него тяжелая деревянная кружка с элем и трубка, которую он курит. Те, кто курит у нас трубку, а я думаю, что это, конечно же, это Эгиан, и я думаю, что в этом разбирается еще Дрога, как минимум. Вы чувствуете, что это запах корня вереска. Курили вы такое или нет, не факт. Он так, скрипя своим креслом, поднимается, опираясь на ручки, и следует в вашу сторону. Я смотрю, вам уже стало намного... Простите. Намного лучше. Он оценивающе смотрит на Эврика и Эгиан. Бывало и хуже, знаете ли. Ну, должен поблагодарить вас за гостеприимство, за то, что дали нам крышу над головой, еду, питье. И за то, что помогли нам в этой... Самый нужный момент у нас появились в этой битве. Не нужно деликатности лишней, юноша. Вы сами все сделали. Вы буквально спасли меня от этого. Это чудовище! От этой бестии. От него буквально вонялось тьмой. Вам ничего не известно, откуда оно могло прийти, что с ним могло случиться? Может быть, вы знаете что-то? Вы видите, что в момент задумавшись, он выпускает пар в виде качек из трубки. Я гонялся за этой тварью в течение недели. Она успела, или он скорее, успел загрызть нескольких путников, которым не посчастливилось оказаться на его пути. Вы смотрите на него и подмечаете, что этот исхудавший, но все еще жилистый старик с длинной бородой цвета зимнего иния сгрустнул, подумав об этом. Его лицо — это карта из морщин, глубоких шрамов. Один глаз почти не видит из-за старой раны, когтей Варга, как оценивает Эгиан, тоже перекрыто бельмом. Он скинул с себя плащ из шкуры. Сейчас стоит в более легкой одежде перед вами, домашней, но все еще в высоких кожаных сапогах, всегда готовы выйти на улицу в случае чего. За поясом у него старый охотничий нож с костяной рукоятью, которую он выхватывает в этот момент и силой втыкает в столешницу, которую Дрога сейчас готовит. Дум! С глухим звуком. Я гонялся за ней. Было ощущение, что она бегает конкретно от меня. Не знаю, что привлекло ее в вашу сторону. Он так задумчиво смотрит на Эгиан тоже. Но Она буравит Это его мне. взглядом. это мне конкретно помогло. Я уж думал, что так и будем мы бегать кругами, пока она пожирает всю округу. А там уже и дойдет слух до Биорна. Я свою работу знаю и люблю. Неужто старый охотник Ульфрик совсем потерял хватку и не может поймать монстра? Ну, что я могу сказать, достопочтенный Ульфрик? В конце концов, ваша помощь действительно была своевременна.
И если бы вы не загоняли эту скотину, вполне возможно, все было бы совершенно иначе. Сейчас нам остается лишь порадоваться, что более эти зловредные существа не окажут проблем никаким другим путникам. Так что Наивно впредь... полагать, что больше никакие зловредные существа в текущем времени не окажут влияния. Я уверен, что после нее придут другие ведьмы. Элорик, это, может быть, и достаточно реалистичные мысли, но, мне кажется, слишком пессимистичные, скрашенные именно вашим состоянием. Пока они, может быть, и придут, но к тому времени мы успеем подготовиться. Может быть, и не мы, может быть, другие люди. Но, как бы то ни было... Тихо. Мое состояние могло быть лучше с небольшой рюмочкой настойки, но это опустим. На Ладно, самом все, деле- хорошо, держи свою бормотуху. Венди хочет достать одну из фляжечек, где он хранит эти, скажем так, его эрзац приготовления, своеобразный такой ягодный самогон, который за время странствий удалось как раз сделать. Это, конечно, такой небольшой аперитивчик к настоящему душистому меду, но, в принципе, может зайти довольно неплохо. Ну что, Эрик, немного брызни это настойчики на рану, отхлебнет чуть-чуть. Благодарностью вернет тебе фляжку. Я вот что беспокоит. А может быть, эта тварь пришла из Долгулдура? Я слышал, оттуда тьма так и прет. О, не знаю, откуда конкретно она шла. Но я чувствовал ее приближение, будто читал историю. Это Варги Вундабад, и я хорошо их знаю. Когда-то моя... так поворачивает взгляд на старую кольчугу, которая висит у него вместе с оружейным вот этим арсеналом. Когда-то мне доводилось бывать в тех местах. Не знаю, скапливается ли что-то, какие-то твари в Долгулдуре. Места эти совершенно точно приманивают слуг тени. Он поворачивает еще голову на карту, которая висит у него на стене. И вы видите, что карта эта рукописная, будто бы он начерчивал ее сам, помечая ее какие-то детали, добавляя. И вы видите территорию долины Андуин, реку и часть Лихолесья, что было обхожено им. Он складывает руки на груди, задумчиво смотрит туда, указывая на вход в Лихолесье через старую лесную дорогу. Здесь вот западные закраины, местность суровая, но еще реальная к проходу. А вот дальше он становится уже, как ее называют, пугающий. Так далеко я не забирался, но я знаю пару... Смотрит, подняв бровь на них. Пару тропок изведал. В лесу есть некоторые мои пометки. А вы, чай, куда направляетесь? Наш путь идет через Лихолесье, ко двору короля Трандуил. И вы решили двигаться в сторону старой дороги, я верно полагаю? Люди при дворе Биорна подсказали, что это будет наиболее оптимальным маршрутом. Интересно. Но отсюда действительно вам ближе всего будет пойти туда. Если бы вы пошли в противоположную сторону, там ближе был бы проход к лесным вратам.
и эльфийской тропе. Говорят, тропа зачарована таким образом, чтобы идущий по ним не сталкивался с тварями, слугами тени. Но тропа долгая, а лес дурманит. И волей-неволей не эльфы всегда сходят с этой тропы. Я думаю, вы правильно поступили, что пошли по старой дороге. Сейчас, после битвы 5 воинств, на ней начинают проходить путники. Достаточно смелые для того, чтобы бросить вызов ее темноте. Когда-то Лихолесье было зеленолесьем, благоухающим прекрасным лесом. Но силы тьмы и башня все так же отравляют это испокон веков, это место, что стало называться Лихолесьем. Не буди лихо, пока тихо. Да. Снова выпускает колечки из своей трубы. Да. За то, что вы... Он так смотрит на них тоже. И на Эорика, который начал говорить. За то, что вы помогли мне свалить этого Варга и других его прихвостней, которыми я питаю личные счеты. Они убили моих друзей. Он показывает, возможно, так взглядом на несколько шкур варгов, которые, как его трофеи, висят в том числе здесь. Я отплатил свой долг благодаря вам. Я дал клятву, что я уничтожу варгов Гундават, которые зашли на эти земли и потревожили покой моего народа. За это я подскажу вам путь, проход через топи, где не пройдут даже пауки, тайные пещеры, ведущие к подножию гор Лихолесья. Там вы сможете найти дорогу в сторону тропы, которая ведет через горы, и направиться в сторону королевства Трандуила, если я правильно помню маршрут. Я там так далеко не бывал. Вашу помощь сложно недооценить. Благодарю. А также он поворачивается в сторону Дрога, который в этот момент так тихонечко все еще продолжал нарезать какой-нибудь из Он не припасов. делает тихонечко. Я думаю, это просто не слышно. Ну, видно, что он активно там бегает, но он слушает. И каждый раз, когда речь заходит о битве, которая произошла совсем недавно, Дрога как будто невольно сжимает кулачки. Я подскажу вам несколько кореньев, которые я обнаружил в Лихолесье. Они имеют определенный вид. Он подходит к какому-то своему наспех сколоченному рабочему столу, перебирает несколько бумаг и добывает оттуда небольшой набросок, рисунок, который сделан своими руками. Я назвал его корнем против яда. Ну, я не умею придумывать яркие названия. В общем, этот корень... я охотник, сами понимаете. Помог мне нейтрализовать яд лесных пауков, к которому я, к несчастью своему, столкнулся. Может быть, она сможет усыпить бдительность часовых орков, кто знает. Подмигивает и отдает эту зарисовочку Эген. Это действительно очень занимательный подарок. Учитывая, сколько много всякой живности, там, даже если не пауки, наверняка от ядовитых растений, она тоже должна помочь. Не пробовал, но если вас Люкаю, собственно, затянет попробовать, можете
Можете рискнуть. Выглядят эти корешки как корени, которые находятся близ заводи, рек. Такие вот, они не водоросли, но торчат из земли близ либо каких-нибудь небольших речушек, либо небольших прудов И такого он дает красноватого именно цвета. рецепт этого снадобья, да? То есть не сами Да. корни. Мгм. Визуально, как корень сам выглядит, и, собственно, рецепт, как его готовить. Дрога в этот Мистер момент... Сунгел, это по вашей части. Да, знаешь, он в этот момент стоит уже, знаете, с этой сковородкой, раскладывая еду. Господин Вильди немножко поспешил с тем, что мы будем пить мед, поэтому ему нужно 3 дня для того, чтобы настоиться. Он ставит бутылочку, которую тоже приготовил параллельно. А, Его периодически надо хранить в теплом месте, но я думаю, лагерный костер или... В общем, мы что-нибудь придумаем с этим. Ну, а сейчас нас ждет вяленое мясо под медовым соусом. Немножечко с травами. Ну, Раскладываю хорошо, её. Дрога. Смотрит. Я не то чтобы лукавил, просто здесь есть одно надежное место, в котором он может дойти до кондиции в нужных условиях. Собственно, он указывает в сторону поклажи, где находится блестючий, отблескивающий, такой немножко даже напоминающий мифрил, крышечкой на самом своем верху. Этот самоварный бочонок вместе с множеством различных интересных трубок, каких-то дополнительных отсеков, мест переливания. Вдохните, случае, сколько вам думаю- потребуется, поскольку это будет последнее обиталище дружелюбного нам человека на нашем пути. Что правда, то правда. Но, господин Вильде, тогда перелейте его к вам. По поводу этого он берет, знаете, когда вы все присаживаетесь, да, за еду, он берет тихонечко этот листок с корнем. Вы говорите, у него нет названия, но он помог вам с ядом пауков? Да, нейтрализовал меня. Задел жалом маленький паук. Ну, как маленькие, они размером с кабана бывают. Ладно, надеемся, что нам это не пригодится. Еле отбрехался от него. Но... У него забавные листочки. У него нет названия. Пусть будет паучий щавель. Звучит отлично. Я запишу Получали? себе тоже. Да. Паучавель. Оставайтесь, сколько вам потребуется. И я могу проводить вас ко входу в Лихолесье, если вам потребуется. Мне все равно нужно будет сделать обход с утра. Вдруг где-то еще затесались несколько варгов, отбившиеся от стаи. Мы не будем злоупотреблять вашим гостеприимством. Самое важное, Сколько вам но при потребуется? этом стоит отдохнуть. Я Да. думаю, если где-то остались еще варги, помощь господина Ульфрика нам может быть полезна. Или мне ваша. Будем полезны друг другу. Я перерисовываю это и пишу гордо паучий щавель. Он смотрит немножечко, знаешь, за плечо твое и просит: напиши мне вторую копию, пожалуйста. Будь добр, мастер хоббит. Не гном, простите. Дрога сум. Мисс, И я очень, переписываю. очень, очень приятно. Он так, знаешь, приподнимает вот эту бровь с несмотрящим глазом, как будто бы смотрит этим несмотрящим глазом в твою записи. Эорик. Я помню, в беседе с Бёрном он упоминал, что из лесных врат появлялись какие-то чудовища. Я начинаю предполагать, что он говорил о варгах, но, может быть, вам что-нибудь еще об этом известно?
раз уж мы сейчас выбираем, по какому пути идти. Лесные врата вряд ли, поскольку они охраняются эльфийской магией. А вот со старой дороги весьма вероятно. Но он тоже вот так указывает на эту карту, которая висит у него. Скорее всего, они выходили откуда-нибудь из района западных закраин лесного холла. Все, что ближе к южному Лихолесью, где и стоит Улдур. Так и тянет их туда. Ну да, вот тогда как раз таки начинаем сходиться. Не нравится мне эта крепость, не нравится. Понимаете, я принес клятву. Я поклялся своему отцу, что найду источник зла, что я уничтожу его. И все указывает на то, что это долг Улдур. Но я боюсь, не в моих силах тягаться с такими уровнями угрозы. Пока еще не в моих силах. Это действительно опасно. Немрадель аккуратно так локотком касается Эгги, и словно... Слушайте, что говорит, слушайте. Вы там по-эльфийски друг с другом переглядываетесь. Я Переглядываемся переглядываюсь по-эльфийски. Я переглядываюсь с Вельзи. Может быть, может, завещает взгляд. Я переглядываюсь с Вельзи, но смотрю в сторону Немрадель. Шепотом ему на ухо говорю. Смотри, на меня пялится. Может, запала? Вы ужинаете в доме охотника. Здесь скудная обстановка, нет лишних украшений. Каждая вещь имеет практический смысл, когда ваш взгляд переходит от одной к другой, изучая. Единственное излишество — это резные фигурки животных, которые старик вырезает долгими зимними вечерами, поскольку вы видите, что возле его большого примятого кресла опилки, небольшой нож и несколько фигурок. Законченная фигурка медведя, который стоит возле этого ножа. Этот дом кажется угрюмым, но в нем чувствуется безопасность. Место человека, который знает каждый шорох в предместье Лихолесья и внутри него. И спит с топором под рукой, готовый в любой момент дать отпор тьме. Хотите ли вы что-нибудь еще сделать в доме Ульфрика, прежде чем мы перейдем к следующему дню? Да, Дрога. Ну, как я говорил, было несколько кастрюлек, а не одна сковородка, в которой было приготовлено сие прекрасное мясо. Я хочу приготовить, так сказать, нам продали травы, и я поэтому хочу их подготовить. За это время и Рогос, и Тенешип. Тенешип нужно дважды вскипятить и процедить. И Рогос нужно всего лишь, я думаю, измельчить. Но если он не высушен, я просто повешу его рядом с костром, чтобы он подсох. Чтобы они были наготове. Так сказать, а не просто в виде травы. То есть, чтобы порции были готовы. Ну. И это все. Следующее утро встретило отряд героев в доме охотника. Собрав вещи, он также взял из своего арсенала свой арбалет, которым он уже пользовался в бою, который вы пережили. И Немрадель вместе с Эгиан видит, как он снимает старый тисовый лук и потрепанный колчан с оперением из перьев лесного филина со стены арсенала. Смотрит на вас, что вы наблюдаете за этим. Авось получится подстрелить что-нибудь из дичи на пропитание. Вы исследуете самого дома Биорна, верно? Так и есть. Неужели в этих лесах еще не перевелось диких зверей? Еще не гонит их тьма? Они, как и
многие другие, на чьи земли приходит тьма, на чьи земли приходит тьма, остаются там. Ведь Ходят слухи, что даже Радагаст если... пропал с поля зрения путников. М, Знаю этого старого волшебника. Действительно, давненько я его не видал. Он задумывается крепко от того, что вы говорите. М, Это правда. Знаете что? Попробуйте, если вы сможете, наведаться в его дом. Он находится в глубине Лихолесья. Сейчас я скажу вам, где. Он следует карте и начинает, изучая ее, смотреть, какой лучший маршрут вам для этого выбрать. Так, сюда. Если вы перейдете здесь. И мастер Хоббит, не забудьте свои, то, что вы высушивали, свои травы. Уже сделано. Хм. Да. Вы проследуете по старой лесной дороге. Возьмите чуть правее. Как раз там будет небольшое что-то вроде болотистой местности. Отпугивает поначалу, но на самом деле это хороший Наш путь плацдарм для будет того, идти чтобы... через топи. Да. Но это в том числе и защита его дома. Он живет в месте, называемой Бурой деревней. Или Бурой усадьбы. Все-таки он живет там в одиночестве. А еще также на другом наречии его называют Розгюбелом. Точное местоположение — это возле лесного пола. Вот он указывает вам на карте, что это пересечение чуть ниже входа в старую лесную дорогу. Где-то половины дня, может, чуть больше займет, если тропа не заплутает, и вы сможете найти его усадьбу. Это будет по пути. Если вы найдете его раньше меня, передайте весточку от седого Ульфрика. Конечно. Буду рад. В этих словах вы начинаете выходить из его дома. Ограда и половицы у вас под ногами приветственно поскрипывают. Вы начинаете выходить на тропу и поворачивать в сторону Лихолесья. Эгин, как проводник, кинь, пожалуйста, мне бросок кубика как 12 для начала пути. Как я помню, там еще бонус мастерства и половина Прибавь, мудрости. пожалуйста, да, бонус умения и половину модификатора мудрости. Мгм. Это 12. Мгм. Хорошо. Группа героев выходит на тропу, начиная свой путь. Небо над вами облачное, но приветственное. Вы понимаете, что вам предстоит труднопроходимая местность. И Эгин, с этого момента, как вы поворачиваете на тропу, ты понимаешь, что ты попадаешь в неизведанные для тебя места. Будто бы сделав этот небольшой шаг от его дома, ты почувствовала, что воздух здесь стал совсем другим. Земля будто по-другому шепчет и разговаривает с тобой. Ульфрик из-под седых бровей, наблюдая за тобой, говорит: «Что, странница,
Есть еще места в Средиземье, что ты не видела на своем пути. Таких немного. Но иначе сложиться бы и не могло. Мой путь долг. Но это тропы, которые должны быть пройдены, не так ли? Истинно так. Ваш проводник спланировал маршрут. Вы идете в сторону Лихолесья, понимая, что сегодняшний день благоволит вам. И будто бы проведенная ночь в обители Ульфрика сделала вашу поступь немножко легче для преодоления пути. На этом моменте мы сделаем небольшой перерыв, 10 минут, 15, и мы вернемся к вам. Но прежде чем мы это сделаем, мы с большой любовью и большими овациями поздравим нашу дорогую Наташу Нимрадель с днем рождения. Днем Дорогая, рождения! поздравляем тебя с этим днем, за тем, что ты выбрала сегодня провести вечер своего дня рождения с нами. Аплодисменты! Наташа, будь счастлива. Пусть все критические успехи летят у тебя и в этой истории, и в другой. Твой герой преодолевает все препятствия с легкостью. Ну и, конечно же, пусть жизнь преподносит тебе самые щедрые подарки. Спасибо, спасибо. Присоединяемся к Даже поздравлениям. аплодисменты, если я уверена, что они есть на стриме. Да. Если что, это аплодисменты. Присоединяемся к поздравлениям в комментариях сейчас на Твиче, а также на YouTube. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
И мы вернулись. Будем продолжать нашу историю. Ваш путь шел по землям Биорна. Чем ближе вы продвигались к Лихолесью, тем больше на горизонте будто бы начинали по ощущениям сгущаться тучи. Но на самом деле, подходя туда, вы понимаете, что это были не тучи, не холмы. Это были высоченные, огромные, размашистые кроны деревьев. Перед вами открывается, расширяясь на много-много лиг на запад, в одну сторону реки Андуин, в противоположную сторону долины Гундабада, кстати говоря, и восточного склона верховья долины Андуин. И конца и края нет лесу, который простирается будто бы повсюду. А вы вышли в какой-то момент на Мен-Инагурим, что с Синдарина переводится «дорогой гномов». Ульфрик, в какой-то момент остановившись на небольшую передышку, которую вы сделали перед тем, как входить в лес, достал свой тисовый лук с плеча, проверил колчан со стрелами, осмотрел лес, простирающийся направо, налево. Думаю, что сегодня вам благоволит погода и высшие силы. Надеюсь, что еще встретимся. Самое главное, остерегайтесь собственной тени, я бы сказал. Лихолесье коварно, и как только вы зайдете под его высокие кроны, солнечный свет уже больше не будет примыкать к земле. Во всяком случае, не во всех местах. Внутри будут царить зловещие сумерки, а иногда и абсолютная тьма, особенно в глубине ночи. Но, думаю, он смотрит на Немрадель, которая вместе с вами. Вы в надежных руках здесь. Как лесной народ будет оберегать вас. Пусть пути твои будут зеленые золото, Ульфрик. Сердечно благодарю, госпожа Эгин. Остерегайтесь паутины. Ведь так проверяет оперение своих стрел, все ли в порядке в колчане. Если коснетесь паутины в одном месте, паук, который сплел его, будет знать ваше точное местоположение, вплоть до дюйма. А перебегая по паутине, они невероятно быстры. Я пойду на правую сторону, вдоль леса. Патрулировать эту сторону входит в мои обязанности территориям. Пусть на вашем пути не встретится неприятностей. И, надеюсь, еще увидимся. Да. Да-да-да. Тихого Да. патруля. Благодарю. Вот так начинает следовать чуть вперед. Сходит с тропы, начинает идти по зарослям вереска, высоким колосьям. Сминает их под своей поступью. И, не поворачиваясь, буквально машет так рукой. Отличная у вас готовка и выпивка, парни. Спасибо. Так что за честь.
Правда, с нами и девушки тоже есть в компании, но я думаю, они не в обиде. Поворачивается к вам лицом и идет спиной. Леди вообще, почтение. Спускается вниз. Такой, оу, оу, оу. Щелкнула у него как-то спина, он такой... И уже ничего не говоря, же это прощание, это уже затянулось неловко. Слегка локтем Пускай- ударяю Эурика. Отправимся в путь. И пускай Согласен. сталь твоих стрел и клинка будет столь же остра, как и твой взор. Господин Вельди. Мы одновременно чувствуем. Он даже не слышит вас. Вы начинаете двигаться ко входу в лес. Дорога, раньше бывшая полностью заброшена, сейчас, пусть и разрушена временем и местами завалена обломками деревьев, налетевшим песком тут и там по бокам. Все равно видно, что она начинает быть хоть немного обхожена смелыми путниками, пересекающими эту тропу в одну и в другую сторону. Ведомые воззванием барда, жажды приключением ли или иными силами, они протоптали вам ход. И вы делаете шаг, может быть, Дрога, как раз ощущая этот момент, шагая под кроны деревьев, чувствует этот мрачный, удушливый коридор, простирающийся впереди, а темнота, которая сгущается, чем дальше твой взгляд начинает погружаться сквозь кроны деревьев, начинает будто бы закручиваться. Вековые черные деревья сплетаются над кронами, над головой. И ты видишь, как лучи тут и там пробивающиеся, чем дальше проходит твой взор, тем меньше солнечного света видно через них. Внутри леса, как вы входите, в его владение царят зловещие сумерки. Хотя сейчас только начало дня. Воздух уже ощущается застойным, тяжелым и густым. Вам кажется, что его стало меньше, а каждый вздох дается с трудом. Заходя в лесную чащу, заметно, что поступь Эгиен внезапно становится увереннее, несмотря на темноту и гнетущее ощущение, будто она попала в свою стихию. И, как обычно, по своему обыкновению, мельтеша челночным бегом где-то впереди, она вновь растянется на земле, чтобы прислушаться к тому, что она может ей поведать сегодня. Хорошо. Ты хочешь Как раз прошел период воспользоваться? длительного отдыха. Мгм. Ты хочешь воспользоваться своей способностью? Шепотом земли, Мгм. верно. Я должен совершить проверку выживания со сложностью 15. Мгм. Это 20 грязное. Фу. Так, хорошо. Шепот земли. Герой может услышать, как она стонет под ногами врагов, отражает эхом далекий галоп лошадей или подпевает бегущему потоку воды. Что говорит мне земля Лихолесья? Это была грязная 20-ка. Верно. Да?
Мгм. Ты прислоняешь ухо к земле. Твои спутники наблюдают за тем, что ты делаешь. Наверное, такой земля будто бы следует немножко вверх, и как раз небольшой такой удобный холмик, как специально, будто бы возникший здесь из ниоткуда с темно-зеленым мягким мхом, приглашал тебя будто бы послушать, что тебе может рассказать Лихолесье. Какое приветствие оно для тебя готовит? Какова будет ваша первая встреча? У тебя возникает ощущение, как твой слух начинает бежать вперед куда-то по тропе, будто бы за ней наблюдают сотни недобрых глаз из темноты. Тебе рассказывали, может быть, когда-то давно, что это чувство не будет покидать вообще входящего в Лихолесье впервые. А потом это будет уже более привычно. Твой невидимый взор следует в глубину. И ты слышишь бег маленьких ножек. Взлет крыльев, как одна птица взлетает с насиженного места, будто бы подхватываемая твоим взглядом, твоим слухом, взлетает и летит куда-то наверх. Затем ты слышишь, как где-то в темноте пружинит что-то. Такой звук, будто бы отпускаемой тетивы. И поступь множества маленьких и более крупных ножек. Мерный ритм отбивающих. Затем он исчезает. И вновь слышен, будто звук спускаемой тетивы. Также ты слышишь звук ручья, который бьет бурным потоком, вливается в небольшую топь, как раз по пути, который вы хотели следовать. Наш путь готовит нам много неприятностей. Но и хорошие новости есть. Следуйте аккуратно. Если увидите паутину, обходите стороной, как говорил старый Ульфрик. Здесь много пауков. Но также я слышала и то, что здесь есть охотники на них. Быть может, кто-то из твоего народа, леди Немрадель. Я думаю, другой народ в этих местах долго не протянет. Я слышала звук тетивы, но не звук шагов. Я думаю, это эльфы. В остальном путь свободен. Мы можем идти дальше. Что ж, ну, это определенно подспорье. Если мы встретимся с ними, то будет намного легче двигаться по безопасным путям. Ну, хоть сколько-то безопасно. Надо проведать волшебника. И Немрадель в глубине души соглашается также с Эген. Ведь если говорить о лесном королевстве, эльфы
живут в основном по ту сторону гор Лихолесья. За эльфийской тропой начинается как раз земля, которая принадлежит Трандуилу, которую он назвал своей. Остальная же часть не разрозненная, но более не имеющая какого-либо хозяина, охранялась в покое лишь благодаря бурому волшебнику, живущему в этих краях. Немрадель, встречала ли ты когда-нибудь Радагаста в Лихолесье? Думаю, я действительно могла встречать его, когда покидала в очередной раз э, Лихолесье в поисках информации или по другому поручению, но Радагаст производит впечатление удивительного человека, с которым у Немрадель не удалось найти общего языка. Мгм. Немрадель, как разведчик группы, если я правильно помню, кинь Верно. мне, пожалуйста, проверку расследований. То есть надо найти, где там это расследование. Это +3 у меня. Мгм. Угу. Ну что ж, это 9 суммарного. Также может кинуть Эгиен, поскольку она тоже может выполнять роль разведчика. Да? Или ты не определяла для себя роль вторую? Если не ошибаюсь, Нет, это был вторая роль разведчик. не определялась. Ты все равно можешь это сделать. Мгм. Попробуем. Это 12. Немногим лучше. Мы разведывательные. Весьма. Я смотрю модель. зорким глазом. Что видит твой эльфийский взор, Немрадель? Когда вы идете по тропе, по этой дороге, вы идете, и Эгиен в какой-то момент, не имея посоха, ты достаешь свой меч и начинаешь какие-то кусты просто отодвигать, знаешь, с дороги, чтобы они тебе не мешали. И в этот момент, отодвигая очередной куст, ты видишь, что на одном из деревьев ножом выскоблен какой-то символ. Мне знакомо. Этот символ на эльфийском языке. Буква. То есть это одна вот эта вязь иероглифов. И Немрадель также, подходя, видит. Ты знаешь, Эгин, что Дунедайн Севера иногда помечают таким образом свой путь для чего-то. Может быть, для того, чтобы указать тем, кто понимает эти знаки. Путь наш идет по проложенной тропе. Его следы еще не остыли. И она многозначительно поворачивается на Немрадель. Мгм. Приятно знать, что еще один знак, который благоволит нашему пути. Впереди идет странник. Может, я и поторопилась со своими выводами по поводу эльфийского народа. Что ж, как я сказал, все же они здесь довольно давно блюдут. И смотрят, как бы что ни случилось. Если они, то они наверняка заметили, если что-то опять не так происходит. Особенно, если это может случиться с Радагастом. Я могу прикинуть, это... Ну,
Хотя это, в принципе, очевидно, что этот символ как раз идет по нашей дороге. В таком случае у меня будет заявка следующего рода, что пока мы будем двигаться вперед, я буду внимательно высматривать подобные символы. Мгм. Будут ли они встречаться? Будет ли это, скажем так, проложенный путь? Мгм. И Хорошо. я, если возможно, хотела бы помогать в этом, поскольку меня, скажем, приобщили к этому, указав на символ. Мгм. Хорошо. В таком случае у Егена это будет проверка с преимуществом. Так как тебе это помогает Немрадель? Как вы следуете по пути? Как вы распределяетесь по нему? Знаете, в каком порядке вы идете по этой тропе? Справедливости. Я очень благодарен за помощь, но у меня и так преимущество из-за того, что я в глуши. Да, кстати, Еген, ты в глуши. Я тебя поздравляю, ты Верно. достигла глуши. Ура! Наконец-то я дома. Ура! Немрадель, которая дома тушком. Хорошо. Нет, ну, так, что если в какой-то момент тебе не удастся... Обнимемся если вместе, Немра- нахер пойдем. С нашими кубами. Если Немрадель вдруг, да, обнимется вместе и пойдем по Лихолесью дальше, она сможет тоже бросить. Тем самым, как бы, вы друг другу помогаете. Как вы идете по этой тропе? Какой порядок вы избираете? Кто замыкает эту группу? Кто... Ну, понятно, что впереди, скорее всего, идет Эгин и Немрадель. Как вы следуете? Качет с Айгаком просто по этим холмам впереди. Ну, наученный горьким опытом, Вельди идет позади эльфов, ну, в данном случае эльфийки, чтобы как раз исследовать, но, ну, чтобы она не попадала с глаз. М. Так что, Юрий, да, наверное, Впереди Вельди вот будет так серединка. следит. Хорошо. Я думаю, Эврик будет идти последним, замыкать и следить за тем, чтобы клон не развалился, то не отстал, не потерялся. Я иду перед Эориком, потому что он был серьезно ранен в прошлом бою. Надо Мгм. поглядывать за ним. Ну и он за мной. Он больше. И у меня Главное есть не копье. упустить И хоббита меч. из виду. Метеорик, для тебя хоббит выглядит каждый раз, когда ты просто даже задумываешься о том, как это интересно, что ты встретил такой народец вообще на своем пути впервые. На вид он у тебя как ребенок. Вот как девочка, с которой ты столкнулся тогда в доме Биорна, примерно такого же размера и Дрога. Уже мимо проходя, я как-то его потреплю по голове просто так вот. Как я реально малыша. Ты хочешь, чтобы у тебя опять раны раскрылись? И это ведь не угроза была, я правильно понимаю? Мне нравится, как он дрогнул. Доволен. Нет, это не угроза. Ты поднял ту руку, в которую тебя ранили. Я все-таки воин, и если, не дай бог, что произойдет с нами, мне придется защищаться. И себя, и вас защищать. Держать копье и щит. Эти раны, даже если, не дай бог, что случится, эти раны не помешают мне вести бой. Но мне приятно, что ты за меня переживаешь, маленький хоббит. Я переживаю за всех. Я ни в коем случае не сомневаюсь в мастерстве госпожи Немрадель, господина Вельди и в твоем. Но создалось впечатление, что мало кто из вас понимает в целебных травах. Я Поэтому- вообще ничего не понимаю в целебных травах. Ноль. А какие-то названия, слова. Нет. Как и в кухне. Так, ну здесь я с тобой поспорю, между прочим. Вяленая конина Да. в рот. Ты еще скажи, самое что вкусное. тебе не понравилось мясо под медовым соусом. Уплетал его аж 2 порции. Оно очень необычный вкус имеет. Я пытался его распробовать, но как-нибудь с нее не получалось. Это называется вкусно. Спасибо, Дрога. Да, Боже нужно мой. сказать спасибо, Дрога. Спасибо, друг.
Не за что. Похлопываю его. А то, что готовится у господина Вельди в его металлическом бочонке, я, право, знать не могу, сказать что-либо про его устройство, так как я плохо разбираюсь в гномьих механизмах. Но если господин Вельди сказал, что там ей будет хорошо, значит, там готовится очень вкусный нектар. Действительно, как раз говоря, это Дрога, ты идешь, смотришь в спину Вельди, которого не видно совершенно за вот этим вот количеством просто поклажи, которую он несет, и в том числе его венчает знаменитый самовар доброходов. Наверное, все равно определенный оставшийся аромат их совместного ужина все еще остается от этого чайника. Не только ужина, но и завтрака. Я уверен, вы позавтракали. Ну, это Ровно, был кстати, самое время для второго завтрака. Эгиен будет очень-очень ругаться. Но... Время второго завтрака. Поправляет свою жилеточку. Немножко останавливается, быстренько, знаешь, снимает свой рюкзачок, начинает перебирать. Я предусмотрительно сделал так, чтобы его можно было есть на ходу, хоть это и не очень хорошо для пищеварения. Но он достает, знаешь, это свертки в каком-то, наверное, пергаменте. Я не знаю, во что-то я их свернул. В пергаменте, скорее всего, да. И он раздает Эурику, Вельде. Потом стоит, знаешь, с двумя свертками, смотря вдаль. Где-то на небольшом холме ты видишь Эгиен, который смотрит вперед. И Нимрадель, которая, может быть, чуть забравшись на дерево, находится недалеко от нее. Я думаю, я сейчас разворачиваюсь и... Господин Дрога, вам не кажется, что запах пищи может привлечь тех, с кем мы не хотим знакомиться? Да. Мне кажется. Но он подает тебе этот сверток. Я был крайне предусмотрителен. Знаешь, его протягиваешь, а Нимрадель, которая на большой высоте от тебя находясь, так... Вам специально я приготовил без мяса. Бабушка говорила, что эльфы не очень любят есть мясо. Эгиен, держи. Благодарю. Я добавил туда тенешип. Поэтому запаха не будет. Что будет давать тенишип в таком случае твоим товарищам? Дважды вскипяченный и процеженный тенешип превращается во влажную кашицу. Поэтому этот бутерброд не ощущается очень сухим. Он скрывает запах существа и дает ему преимущество к проверкам ловкости и скрытности на 3 дня. На 3 дня. Чё? Запишите себе. Вот это блюдо, вот это блюдо. Преимущество? Да, Да. проверка в ловкости на 3 дня. Скрытность именно. Спасибо. Я, признаться, хотела отказаться от этой затеи, но ты Знаешь, меня Нимрадель, ты переубедил. видишь, как ты упоминаешь про тенишип, и ты так, типа, в смысле. Но Эгиен уплетает весьма успешно этот бутерброд. Ты решаешь Эгиен попробовать. Путешествуя с Дрога, привыкла доверять его кулинарному Вкусно. языку. Мгм. И, кстати, да, обращаю внимание именно на Эгиен, которая больше всех выступала за то, что нигде не останавливаемся, лишний раз ничего не делаем, не трогаем. И так активно вдруг принимает еду этого хоббита. С интересом я тоже начинаю ее есть и как бы оценивая, пытаюсь понять, что вообще, почему вдруг это случилась смена. Вы все оцениваете, что это очень вкусный небольшой перекус, наверное, вот так на пути где-то. Вы никогда не вкушали такого яства, чтобы это было так вкусно. Да, у вас определенно талант, сударь.
Хоббит. Это действительно потрясающее произведение искусства. Наконец-то. Знаешь, немножечко так. И, знаешь, так похлапывает книжку, которую он всегда носит ее не в рюкзаке, а где-то, знаешь, так вот там За отделение пазухой. есть специально, да. Вот, за пазухой похлапывает по ней. Прабабушка собирала лучшие рецепты и самые действенные. Поэтому нам это поможет. Но, скажу так, это был очень намученный опытом завтрак второй. Потому что, когда мы каждый раз останавливались, Эгин очень недовольно фыркала. Поэтому приходится готовить сразу 2 завтрака за завтраком. Чтобы не потерять ее из вида. Это довольно предусмотрительно. Эген, брось Эген мне, просто пожалуйста. жует и слегка ухмыляется. Мгм. Эгин, брось мне, пожалуйста, проверку мудрости. Отряд. На выбор пройдите проверку мудрости либо силы. О, сила. Оу. Проверка или испытание? Проверку. Просто мудрости. Без всяких Мгм. там атлетик и так далее и тому подобное. Да. Хорошо, я Мудрость Мудрость и мудрость. сила. сила, вот что выше у вас. Мгм. Так, у меня на это есть преимущество от жизни в глуши? Или это чистая проверка? У меня там сказано, что оно на выживание только. Есть. Есть. Мгм. У тебя есть, да. — 12. С такими преимуществами. М, 13. Коллега. Вельди. 16. Мгм. Дрога. 23. Типа 20 Это плюс просто 3. Небрадель и Эгин идут впереди, пытаясь выследить хоть что-то, увидеть вообще хоть что-то, хоть кого-то. Ребята, вот оно дерево, куда вы сбежали? Да-да-да, просто тем временем Дрога, это маленький, где-то там вдали через кустик, блин. О, Я поел. Потому что Вон ты- зато он покушал. Да, я, видимо, слишком отвлеклась на еду и на то, как Эгин Небрадель внезапно решил всем Эгин. Вы идете чуть впереди, сменяя друг другу. Эгин челночным бегом буквально, да. Со стороны в сторону, изучая тропу, срубая в каких-то местах деревья, именно ветви, которые вылезают на дорогу. Смотрю следы, смотрю символы, появляются ли снова на деревьях. Да. Вместе с Немрадель, которая идет чуть выше, забираясь иногда на деревья, вы видите, как по лесной тропинке, которую вы сейчас пересекаете вместе со своей тропой, идет небольшая стайка из 5 ежиков, которые гуськом друг за дружкой маленькими ножками семенят с очень важным видом через эту главную дорогу, чтобы преодолеть ее на другую сторону. Это, конечно, заметно. Один из ежиков, наверное, поворачивается на Эйген, смотрит на нее. И идет дальше. Она слегка так комично кланяется ему. Да. Он вот очень важно в этот момент проходит мимо. Что-то фыркает своим следующим за ним собратьям, которые начинают семенить вместе с ним. Небрадель слышит невероятное, Эгин хихикивает в этот момент. Действительно, это очень комично, не выглядит очень важным. Как эти существа способны выживать здесь, среди стольких опасностей? Они кажутся вычурными. Это ежики. Я знаю, что это ежики.
Разве не очевидно? У них на спинах шипы. Вон сколько. Это иглы. Иглы. Вот. Ну, заметно, что они на самом-то деле довольно спокойненькие. Потому что они маленькие. Значит, ну и в том числе это значит, что до сюда пока еще вообще никакая не добралась. Вы хотите сказать, что маленьких существ тьма тень не трогает? Не спешите с Уверен. выводами. Она скорее трогает всех, но... Скажу Здесь по я, опыту шире. ну, У нас М. ёжик много. Мы даже нескольких приносили, чтобы лапки подлатать. Есть там у нас парочка ветеринаров. Так себя они называют. Не знаю это слово. И Люди науки, ученые. люди науки, да. Я тоже своего рода ученый. И они говорили, что ежикам проще выживать, потому что они маленькие. У них есть норки, они питаются кореньями, червяками, другими насекомыми. Их не видно. Вот и все. И Ещё змеями. это говорит о том, что раз дикий зверь может свободно гулять по лесу, Радагаст не покинул свои владения. Лишь укрылся. О, это я не знал. Если бы кто-то умел читать мысли Немрадель, то вы могли бы узнать, что в тот момент, когда Дрога рассказывает о ежиках, что они маленькие, живут в норках, кушают, и их не видно. Ну, он же Параллель. описывает не ежиков. помогает. Он описывает не ежиков. Эорик. Как раз из-за того, что твоя проверка была выше. Ты очень вовремя слышишь, как раздается очень громкий треск. Это нас вылетающий потеря. со стрима Вельди. Смотри, в опасности. Клепаните это, пожалуйста. В какой-то Он момент больше не хочет Вельди, ладно видимо, чувствовать бубу. спотыкается. Эорик, как раз тот момент, когда были все отвлечены на ежиков, ты слышишь глухой треск, громкий, который разрывает тишину. И в этот момент прямо на тропу летит гигантское дерево. Его ветви начинают цеплять остальные, более маленькие. И все это будто бы летит на твоих спутников. Пас-бросок ловкости от всех вас. А можно, если Теорика я слышу? поскольку, да, он... да, Эорик, делай, что ты хотел сделать. Я хочу вытащить маленького из-под дерева. Дрога. Мгм. Да, делай это. И поскольку ты это заметил, ты делаешь с преимуществом. Значит, не Ловкость, девушки, да? Мгм, мгм. Ты думаешь, он не прокинет? Он сомневается в этом. Да. Я, А, наверное, хочу пункт тени. Я, ну, в смысле, вдохновение хочу. Я готов. Я уже не знаю, что делать с этими кубами. Я уже Тратить. понимаю, что там будет пункт тени. Я хочу пункт тени. Ну, нет. Да. Может, сначала кинешь? Нет, я хочу пункт тени. Я чувствую, что сначала я получу пункт тени, но у меня здесь 13 суммарного. Мгм. Я, наверное, тоже перекину. Хорошо. Мастер, Да. мастер, смотри, у меня есть такая вещь, как хоббитское проворство. Персонаж может Мгм. переключаться через 15, занят любым существом, которое больше него по размеру. Учитывая, что это хоббитское проворство, могу ли я получить преимущество в данной проверке? Из разряда, типа, я между ветками встаю, когда оно падает. Тебя уже Эорик вытаскивает. А, мне не надо проходить проверку? У тебя уже дома вытаскивает, он с преимуществом это делает. Будем надеяться, что он как бы успешно это сделает, да? У меня 16, я не знаю, хватит мне или не хватит. Мгм, Да. Хорошо. Сложность 15. А, У меня тоже 16. Ты кинул меня Так, в ну, этом болоте посмотрим. плохих кубов.
Прости. Ну, кстати, у меня 12 на кубе, у меня просто спад бросок Высокий высокий. ловкость. Вельди. А Будет, сколько... О, стоп, у меня же так, просто сколько выше, раз чем можно обычная ловкость. перебрасывать? У нас два переброса, вы, получается, вместе с У ним меня Радель на сейчас кубе его было использовали. 9. Нет, погоди, я не права. У меня на кубе было 9, а испытание ловкости, я считала ловкость, Да. она 4. Это 13. Испытание 13. А, А, я знаю. испытание 6, Я знаю, что 15 произошло. ровного. Я не беру ваши 15. концессии. Не бери. Ура! Мне они не нужны. Окей. Вельди, что у тебя? Мы шли, Вельди споткнулся, скорее всего, в какой-то корень или лиану. Он падает. Вот что, поднимается, слышит этот треск и такой, Да, поднимает свой взгляд наверх. и понимает, что у него слишком 5, чтобы с этого уйти. О май гад. Окей. Разогревай, Вельди. Матиль. Вельди, ты видишь, как действительно на тебя... Да что ж действительно-то? Мое любимое слово. Вельди, ты смотришь наверх и видишь, как это дерево приближается к тебе. Оно летит к тебе, оно вот уже вот тут. И оно застревает от другие деревья. Тебе удается избежать столкновения. Но ты слышишь звук от одного из твоих инструментов, которые закреплены у тебя за спиной. Один из них принял удар на себя тяжести дерева, которое висит сейчас, повалившись на другое дерево, и вот-вот продавит тебя под ним. Но оно сдавило один из твоих инструментов. У тебя есть возможность выбраться оттуда. Как ты будешь это делать? Он, свыкаясь как раз с этой ситуацией, он начинает потихоньку, он сначала посмотрит, с какого краешка есть еще свободное место, и попробует чуть-чуть отползти, чтобы можно было бы уже, не задевая ничего, не застревая, выбраться. Кинь мне проверочку для этого. Поскольку у тебя придавило сейчас твою поклажу, тебе действительно... Да, тебе правда нужно выползти из-под этого дерева, возможно, немножко для этого его себе приподнять. Все верно. Спасибо, что поправили меня. Это 23. Я хотел тебе помогать, все не нужно, помощь не нужна. Если хотели помогать, надо было заявлять это в моменте. Вы видите, как Вельди, как атлант, который расправляет плечи буквально. Эгген вспоминает королей прошлого, которые бывают памятники, встречаются на пути. Тебе рассказывали про знаменитых аргонавтов, которые встречают у низовья Андуина, короли древности. Наверное, Вельди мог бы выглядеть так же эпично в образе каменного изваяния в тот момент, когда он приподнимает руками ветвь тяжелую этого дерева и выскакивает из-под нее, освобождаясь. Ух, надо же. Вы целый, мастер Вельди? Вот повезло. Очень сильно повезло, на самом-то деле. Но так, поможете посмотреть, что мне там погнулось? А я прошу прощения, но как главное по пунктам тени, мы сегодня уже это успели выяснить. Да. Извините, а где, собственно, пункт тени, Вельди? Да, как Вельди получает при этом пункт тени, провалив свою проверку. Скорее всего, это уже достигает его чуть впоследствии, когда он понимает, что из инструмента, который был, скорее всего, к этому городскому повернуться. Посмотри свою слабость я перед знаю. тенью. Скорее Танцуй от нее. всего, когда он поднимается, осматривает себя и понимает, что
погнулась, скорее всего, его подзорная труба. Мгм. Когда он это понимает, он достает ее, смотрит, после чего поворачивается и начинает с лютой злостью еще сильнее топтать эту бедную, сломанную, порушенную ветвь. Мгм. Ах ты, скотина, как ты... О! Он начинает перебирать Эшкара, всякие другие... Ах Сундуль. ты, ракобан! Так, раки! И, Брадель, ты в ужасе наблюдаешь за тем, как Вельди срывает негативные эмоции на дерево. Кажется, я только что узнал новые слова на гномьем. Смотрю на Эурика, который все еще меня держит. Спасибо, можешь отпустить. Ты заслужил уже. Остальные нет, Спасибо. работайте. Да, едим. Я хочу подойти к Вельзе, положить руку ему на плечо. Дружище, дерево не виновато, что оно прогнило. Не надо в него слово вымещать. Послушайте, Пожалуйста. вы знаете, это вещь. Я хранил, мне дали ее хранить. Она прерывалась у нас через несколько поколений. С того момента, как мой великий прадедушка отправился в дальние моря. Представляешь? Гном, который плавал, гном, который сплавлялся в дальние страны. Он был в самом Нуминоре. А зачем вы берете с собой в поход в Лихолесье столь ценную вещь, понимая, что вы можете споткнуться, упасть на спину, а может дерево на вас сам на голову упасть и носить ее с собой? Вы же Чего могли вы? не вернуться. У нас суть не в том, что у нас каждая вещь очень ценная, каждая вещь со своей историей. Нету бесполезных вещей, но просто... Господин Вельди, прошу Ну? прощения, но разве это не история? Воспользовавшись тем, что Вельди сейчас задумался, Эген прислушивается к чаще леса, по которой сейчас эхом разносятся крики на гномьем. Мгм. Давайте не будем подманивать к нашему отряду непрошенных гостей. Дерево — это весьма прискорбно. Однако нам нельзя сбавлять темп и выдавать себя раньше времени. Эген, кинь мне проверочку выживания. Преимуществом! Преимуществом! Чаще. Йоу, тупо 20. И Эген. поскольку навыки не критуют, это 26. Мгм. М, В момент, когда ты говоришь это Вельди, ты смотришь в чащу и осматриваешь в том числе по стволу этого большого дерева в ту сторону, откуда оно упало. Тебя привлекает что-то, твой взгляд. Я снимаю И лук с ты- плеча. Подходишь ближе и видишь, что его кроны, его корни не просто прогнили. Подходя туда ближе, пусть и тьма сгущается из-за сумерек, которые здесь царят, ты видишь, что будто черные вены пронизывали ствол этого дерева. И уходят они вглубь. А поскольку твоя проверка очень высока, на этом дереве также есть символ высеченный. Донадайн. И на этом... Я смотрю на... Да, говори. Я смотрю на эту темноту, которая разверзается в месте, где вырвалось корнем это дерево. Смотрю туда. Вижу этот черный гной. Как там копошатся личинки, напоминающие трупные.
Запах бьет в нос. Я чувствую, как начинает идти легкое жжение под повязкой, лишь предупреждающее о том, что не стоит расслабляться. И на этом у меня упала ручка. И на этом мы сегодня закончим. Думаю, что поскольку поздно, нужно ли нам уйти на небольшой перерыв, или мы останемся сразу? Достаточно было сегодня перерывов, Да. дамы и господа. Согласна с вами абсолютно. Можно тогда еще момент сцена перед титрами? Хорошо. Ну, в общем-то, понимаю, что, блин, действительно, он повел себя максимально негоже, как бы проявилась его юношеский запал. Вельди немного садится и такой: прошу меня простить, я повел себя недостойно. Недостойно. Если что, я готов отказаться от части меда, чтобы загладить свою вину перед вами. Принято. Все. Ваше предложение меня устраивает. Господин Вельди, Эгген, который только-только хотел его подбодрить, просто качает головой и идет дальше разведку. не переживайте. Вы сказали, что у нас все предметы хранят историю. Это тоже своего рода история. В конце концов, вы же мастер Вельди. Вы сможете починить, и это тоже будет еще одна история. Великая труба сломалась, но мастер Вельди ее починил. И сделал только лучше. Ну. И на этом мы сегодняшнюю игру завершаем. Спасибо вам большое, что досмотрели до этого момента. Наташа, пожалуйста, проассистируй мне, зачитай донатик от тех, кто нас сегодня поддерживал. Донат был от Балхорна. Эорику на нового крутого скакуна. Скакуна сегодня не случилось. Сегодня Но- не... Надо было сохранить Варга, ребята. Представьте, на Варге я просекал сейчас. Блин, Не реально. сообразили. Поздно ли Балфорд Не сообразили. Нужно было раньше. Ну Спасибо, ничего, Балфорд. скоро еще и паука заахканешь. Сейчас Да, указано, кстати. да. Эорик, который «Я восславлю свой род», также он «Я оседлаю новое существо». Просто у Я него как цель следопыт. номер один на это приключение. Из ДНД ищу себе этих пэтов. Да. Ну что ж, также, чтобы продолжить наш поломанный стрим, мы поблагодарим наших помощников и самых главных поддерживателей нашего творчества, наших уважаемых квакционеров Балхорна, Рушана Алимова, Никиту Прудского и Глеба НП3. Благодарим за поддержку на наших платформах Boosty и Patreon. Чтобы рассказать о том, как прошла сегодняшняя наша игра, я передам Леголютку говорение в сторону Вельди, куда-то вниз. Принимай, пожалуйста. Так, я принимаю. И сегодня. Так, что же там будет? А что сегодня у нас? Сегодня ты достанешь лук Ульфрика. Тисовый лук. Я не знаю, это будет топор. Колун говорит. Это будет что-то съедобное, я уверен. Что съедобное будет? Ну, Медовая в жаба. принципе. Блин, хотелось бы. Но, видимо, это не она. Что же это? Ну, из такого единственное, что могу достать, это у меня, может быть, нет определенных вещей, зато у меня есть бумага, на которой эти вещи можно распечатать. Я видел, что ты какую-то инструкцию читал Это- еще на игре. Я думала, что ты там читаешь инструкцию по Да. изготовлению трав. Это было как-то в тему в этот момент еще.
Да, это, ну, как раз-таки это в определенной степени инструкция к медицинскому препарату, к медицинским каплям, так что Мгм. вот даже сами капельки. Так что да. Но капельки говорения нам нужно, они, в принципе, нам нужны сегодня, чтобы прокапать этот стримчик, чтобы он выздоровел. Пожалуйста. Ну, в общем-то, что? Опять же, это очень прекрасная атмосфера, когда мы действительно выходим из такое приключение, которое, под стать всем подобным историям имеет как свои, как раз таки веселые моменты, так и определенные темные темы, которые, без которых, опять же, весь без определенной тяжести этого пути не получится ощутить всю его ценность и то, как мы с друзьями можем это преодолевать. Пока что мы только входим на эту дорогу, но уже у нас появилась первая кровь, уже впервые мы чуть не потеряли нашего соратника, но тут же приобрели, пускай и не навсегда, но тоже нового знакомого, узнали много о Дрогу и его семье. И постепенно нам приоткрывается, что же творится здесь, каким образом тень проникает все глубже в здешнюю землю. Увы, опять же, да. Насчет, ладно, технической стороны ничего не будем говорить, все и так это понимают. Так что насчет того, если я правильно помню, получается, у нас еще во время «Хоббита», получается, Лихолесье тоже страдала. Как раз во время того, когда там был некромант. Да. А сейчас это вот остаточные последствия. Тогда там, я помню, вроде бы животные болели, и часть растений как раз-таки тоже угасала. Да. Так что думаем, что же может быть причиной на этот раз. Вот. Так что да. Я буду далее не столь многословен, потому что знаю, у нас есть много еще прекрасных слов у остальных ребят и ребят. Спасибо. Так что отправляем наверх эти благословенные капельки лечения к нашей имениннице. С днем рождения! Она тоже, кстати, сидит с этим, с листочком. Боже, у вас меч. Уи. Я сегодня не надела. У меня к этому плащу не подходит. Ну, надо. Что? Коль, так сказать, была заявлена тема бумажная. К сожалению, под рукой чего-то более подходящего бумажного у меня нет. Но это книга говорения. Это тактика боя для мастеров подземелий по ДНД. Как их переселапнуться. Вот, у меня более подходящего бумажного, к сожалению, под рукой не рядом. Вот. Что? Я считаю, я накаркалась тенями, реально, я в кружочке сказала о том, что приходите, кто знает, какие тени скрываются в Лихолесье еще, и вот, собственно, скрылись. Жаль, слова оказались пророческими. Классная сессия, несмотря на все технические траблы, которые сегодня случились. Было классно, много социалок, которые были какими-то, как это сказать, лурдропными, да, наверное. В общем-то, мы и про Дрогу узнали, мы там и про Эгиан узнали побольше. Вельди хоть и не планировал, но тоже вкинул внезапно это про трубу, которая, оказывается, очень важная. Блин, реально.
в чате в Твиче писали, что хранитель, мы, кажется, передумали, мы хотим получить по лицу, чем сломать инструмент. И мы тем временем в своем чате в Discord тоже... Ну, вообще-то везде можно починить, типа, а можно ли починить трубу? Справедливо. Что лучше, да, куда мы попали. Вот. Хайлайтом сегодняшним в моих ушах, в моих глазах останется отыгрыш ежа от Кати. Я в какой-то момент просто выпала. Я думаю, что происходит? Это было так прикольно, правда, в моменте. Мне очень понравилось. Вот. Что ты еще хотела сказать? Я сегодня, я считаю, должна быть такая ачивка. Когда Сережа, используя эльфийскую речь, сказал «делали», я узнаю это, оно у меня выписано вот тут. Это одна из выписанных фраз. Я такая, мне не нужен переводчик, я эльф. Я знаю, что ты говоришь. Я понимаю. Теперь она эльф. Я понимаю эту речь. Она моя, все. Вот, ну, блин, реально, кубы у нас с Эген просто вообще какие-то проклятые в этом кампейне. Один раз нам повезло, и то благодаря высокой ловкости. Это какой-то вообще... Мы доживем ли? Доживем ли мы вообще? Реально, несмотря на весь оптимизм, который я сегодня транслировала через Нимрадель, я, как игрок, подобного оптимизма не испытываю, честно говоря. Вот, ну посмотрим, как оно будет. Мы выяснили, что Матильда Дрога абсолютно имба. Еще и, блин, реально, как это работает? Пирожки? Ну или что там, бутерброды, да, были? Бутерброды, которые делают нас скрытнее. Это как? Это моя способность. Трава, Я понимаю, что это которую... способность. Трава, которую мы закупили как раз Да, у я понимаю, что травницы это способность, но я имею в виду не с точки зрения игры механики, а с точки зрения лора. Ну, типа, она как-то притупляет наши потовые железы и... Слушай, там Ты лембас больше есть, не который хлеб. воняешь. Да, Да, ты там больше- есть лембас, который хлеб, который такой, типа, один укус, и ты сытый. Типа, хлеб, от которого ты сытый, там огромное количество времени. Типа, А ты сколько съел? Да, там, Мгм. ты там 3, там, допустим, съел. Но Тебе просто... надо, да. Я, короче, 4. готовился, я делал ресерч на эту тему. Я гуглил, какие у нас самые калорийные продукты в ИРЛ. Это Ага. орехи. Ну да. То есть эквивалента лембаса у нас практически нет. Так что вопросики к фантастическому миру. Расслабься. Фон, Да, справедливо. фон. Нам тут пишут в чате, что у нас новая цифра фолловеров на Твиче 350. Ура! Вау. Ура! Круто. Спасибо, что вы фолловитесь даже на такие проклятые стримы, как сегодня. Я в шоке. Это... Как это происходит? Вот. Блин, я очень предвкушаю то, что будет дальше. Правда, мне очень интересно, что будет от Рандуила непосредственно. И учитывая все эти слухи, которые мы успели схватить и про Радагаста, и про Орлов, и пауки. Ну, варгов мы уже видели. Не знаю, появятся они еще или нет. Но, в общем, учитывая все эти слухи, которые мы схватили, мне интересно реально, что происходит там у эльфов, потому что создается ощущение, как будто бы какая-то проблема там у них тоже. Как у Радагаста проблема, или Радагаста... Ну, в общем, теорий можно поставить много, интересно, что правда. Вот, надеюсь, что в следующий раз хотя бы сократится количество технических шоколадок. Я уже не молюсь на то, чтобы их не Обнулится. было. Мы уже 0 будет. это... 0. Я не знаю, Ни одной кстати, шоколадки. возможно, зрители видели, в какой-то Да. момент у меня Аннулируется. была багать веб-камера, причем это был не сбой приложения, это был сбой программы, аппарата, типа сама вебка решила, что я теперь дискотека, тут. Я не понимаю. Я не понимаю, что плохого мы сделали это сегодня вообще. Вот, в общем,
Спасибо за эту игру. Я считаю, что мы большие молодцы, что мы справились, что мы до вообще довели это дело до какого-то логичного завершения, не бросили на полпути где-то в небытие, пучины отчаяния и так далее. Вот. И, в общем-то, жду продолжения и передаю книгу о тактике боя для Дрога. Дрога тебе надо, правда? Держи. Почитай. А тактики боя. Да, я возьму, но я не покажу сперва свой, так сказать, предмет говорения, просто чтобы сперва продолжить бумажную тему, надо как бы традиции вспоминать, да, вот у нас сегодня были технические шоколадки, да, и вот как бы, да, вот это вот так вот. Слушай, скажи спасибо, что не level down у нас сейчас произошел. Да, только у нас случился в один момент IQ down. Мне нравится, что у Наташи чуть ли не шрифт повторен, понимаете? Посмотрите, они очень похожи. Вот, да-да-да. Вот сравните. У нее, правда, отраженный, но неважно. Вот. Вот так. Все. Но, собственно, дальше вернемся к приятненьким вещам, и я покажу свой предмет говорения. Потому что знаете, что периодически происходит с бумагой, как бы это ни было грустно, она горит. Поэтому я покажу, похвастаюсь заодно. Это ароматическая свеча. Но это не просто ароматическая свеча. Она, во-первых, со вкусом Глинтвейна, а во-вторых, она полностью handmade. Ее полностью сделал мой друг, он полностью отлил вот эту формочку из гипса, и внутрь все вот это залил, это все handmade. Вот. Прикольно. Спасибо, Сёма. Он подарил мне 2 таких свечки. Вот, одна с хвоей и мандаринами, она была сожжена в первый день, потому что она мне очень сильно понравилась по запаху. Вот. Собственно, говоря о, собственно, сегодняшней сессии. Да, стрим был проклят, но мы прошли с вами через такое дерьмо еще на бегущих, на кавалерии, чего у нас только не было, поэтому я буду просто говорить о плюсах сегодняшних. Но прежде чем мы перейдем прямо совсем к этому, во-первых, я флексану своей любимой поговорочкой, которую я люблю зачитывать всех на день рождения. Наташа, с днем рождения тебя! Я уверен, что тебе нажелали всего-всего в этой жизни, но я желаю тебе удачи, потому что на Титанике все были здоровы. Но это не точно. Вот. Собственно, меня это научила начальница на прежнем месте работы. Возвращаясь к стриму. Из плюсиков была потрясающая атмосфера в начале. Мне очень понравилась сцена с Дрога собственно, в Шире. Она была офигенная, очень атмосферная. Видно, знаете, этот маленький моментик с тем, что Катя такая, я, в принципе, люблю Лосин Крес, у меня нету фаворитов там. Шир такой, с хоббитами. Это вы просто прошли мимо Ривенделла. Да. Вот. Но, тем не менее, очень рад, что сегодня заглянули в книгу, так сказать, Дрога. Мне очень нравится нагонять вот эту вот мистификацию вокруг Матильды Сумквилл. Я хочу продолжать ее дальше. Сколько там баек про нее будет? Это там, знаете, типа там вот у Дуэнедайн там вот эта вот история, что там Исильдур там кольцо Саурона разбил. Да нет, там Матильда, она ему палец сломала. Исильдур чисто так остатки за этого. Это все вот Матильда Сумквилл. Вот. Ну, не будем ломать канон, так сказать. Просто нагоним небольшой мистификации. Потом была потрясающая социалка. Мне очень понравилась социалка в начале, именно которая разделена на 2 сцены. Только мы почему-то по полу разделяемся персонажами. Это какая-то странная вещь, но ничего, исправим в следующих сериях. Вот. Мы с Вельди поставили крепкую медовуху. Я крайне рад, что я сегодня готовил за персонажа. Вот. Я забыл учесть маленький моментик, что я не сказал по поводу мяса, поскольку там довольно насыщенная сцена была с лорд-дропом, как нам идти, что Дрога всегда учитывает, что Нимрадель эльф, и он готовит ей овощи. Вот. Так что, если что, там она не только мясо ела, чтобы все по канонам было. Вот. Собственно, продолжая дальше, мне очень сильно нравится вот прям этот класс, который я выбрал,
потому что я в первый раз себя ощущаю невероятно полезным персонажем вне боя. Ты просто... У тебя нет ни одной боевой способности, но ты такой импакт вносишь. Просто вот все, я влюбился в здешние классы. Вот. Они потрясающие. Можно использовать их для любых других этих низкомагических сеттингов, но они потрясающие. Очень нравится, как работают способности у Эгион, как работают способности у Немрадель, Вельди, Эурика. Вот. Просто очень, очень вкусно. Эгиен сделал класс следопыта очень интересным. Он чисто нарративные штуки добавляет, и это прям кайф. Да, вот мне тоже нравится. Вот эта еще штука с травами, это просто потрясающе. Вы съели бутерброд, хопа, преимущество скрытность на 3 дня. А что там сейчас будет, когда мы будем нюхать рогоз? Мы будем его курить. Ну, кстати, технически мы тоже, да, его вдыхаем, когда чекурим, так что как бы мы можем его скурить. И там вот Насчет этот вот курить, момент. реально. Когда курил Ульфрик, я посмотрела, сделала в Китон Эгиен. Если бы Эгиен захотел, можно было бы сыграть в курение вот эту вот игру. Я мини-игру, забыл. которая- Я забыл из-за всех этих технических шоколадок, я забыл о том, что я хотел попросить у него табак. Вот это вот. Ну, ладно. Я тоже из-за шоколадок не хотел затягивать. Да. Но в остальном, просто как команда начинает расти, Немрадель поделилась откровениями с Эгиен, Эгиен поделилась с Немрадель откровениями. Вельди поделился с Эуриком Барматухой. Мне очень нравится это различие в сценах, просто как о высоком говорят Немрадель и Эгиен, и тем временем просто эти трое долбоевов, которые ебашут медовуху. Это потрясающе просто, это очень вкусно, это реально ощущается как вот эта вот история, оно просто так на контрастах играет, и при этом еще, как все говорят, типа, ну что там, Дрога покушал, просто вот вам еда, вот это вот 3 дня скрытности, вот это, блин, вот реально офигенно сделано, это эти вариации просто вкусно. Одна всего способность, а столько возможных применений. Прости, Чего пожалуйста, не быстро хватает клинить по поводу разделения по полу. Хочу обратить внимание, что в фильмах «Властелина кольца» практически нет сцен, она там, по-моему, одна такая, где говорят 2 женских персонажа между собой. друг с другом. Кстати, да. Где Элвин Всё разговаривает с поэтому. девочкой. Да. Все поэтому, потому что Вообще-то, есть еще одна сцена, где разговаривают 2 женских персонажа. Это когда в поселении Рахиримов мать сажает сына и дочь на лошадь, она разговаривает со своей дочерью. Она говорит Да, дочке, кстати, да. целых 2. Дочка целых старшая. две, да. Этих сцен Мгм. целых 2. Вот. Ты прав. Мы да. здесь исполняем баланс. Да, восстанавливаем вселенскую справедливость. Что еще могу сказать? Мы зашли в Лихолесье. Очень круто там бросает нам Катя различные факты о том, что вот вы видите вот этот вот символ, вот это вот эльфийское что-то. Мне нравится этот факт, что я могу читать эльфийский, но я типа не понимаю, для чего это. Буква К. На барабане буква. Я чисто сижу и такой хек. Вот для меня. И мне очень нравится, как идут действительно химии между персонажами. Они действительно создают вот эту вот атмосферу действительно классического ДНД, как будто бы нам его очень давно не хватало. Я заметил это еще с первой сессии. Несмотря на все технические шоколадки, мы добились цифры в 350 фолловеров. Большое спасибо вам, ребята. Мы, считаю, как смогли, так сказать, так и отметили Наташину день рождения, так сказать, вот здесь. Вот. Ну, и сыграли. Без технических шоколадок, как я уже сказал. Вот. А че? У нас 18 плюс стрим. Поебать! Вот. Ну и Саурон с ними. Да, ну и Саурон с ними. Так что, ребята, такое случается. Shit happens. Зато следующая сессия, мы там как 3 боевки за одну сессию. Во! Так что да, Поехали! поехали. Поэтому большое спасибо Эврика сыграла за то, что такого, смотрели нас. Несмотря на все шоколадки. Спасибо Кате, что провела, несмотря на все технические шоколадки, эту сессию. Спасибо ребята, что они сыграли, несмотря на технические шоколадки. Саша там пробивался сквозь черный заслон буквально, если что. Отсылка. Киберпанк. Вот, поэтому- Смотрите Киберпанк Неплохо, Доктаун Брюс на неплохо. нашем канале.
Я из-за этого, кстати, смотрите Киберпанк Точно. Букtaун Блюз, даже если вы не любите Киберпанк, потому что это заставит вас впрыгнуть в лоб Киберпанка, как меня. Вот. Поэтому я беру эту прекрасную аромасвечку, которая успокаивает нервы нашего сегодняшнего стрима, и передаю ее Сереже. Спасибо большое. Сейчас для начала проверка меня не караптит. Нет, всё нормально. Нет, все гуд. Все отлично, потому что я закрыл вообще все в этот раз. Я беру книгу, и чтобы вы понимали, ну, во-первых, да, это «Хоббит» на шведском. Я открыл ее на случайной странице и положил туда в качестве закладки бархатные губки, чтобы никто не возмущался, что их нет. Ой, ну, Катя, это специально для тебя. Backbergen de mega och grå. Till grotorna vi måste nå. I vägvistur från dagergrur. Guldet från fåren är vårt mål. То есть ты спел какую-то дворфийскую гномью песню в качестве «Поле мы с конем»? Нет, это Нет, Торин, он это повторял песню Торин. Это «Одинокая гора». Да. Misty Mountains Cold. Там немножечко... Нам реально такой Там есть похожий мотив немножечко. Также играл. Прикольно. Да. Я не знал об этом. Теперь вы тоже образованы в лоре. Давай, У Серёж. нас самый, что ни на есть, каноничный Дунедайн, потому что Арагорн тоже поет в фильмах и несколько раз, так что наш Дунедайн тоже вот. Ребята, Да, вы забыли сегодня быстренько. услышали, подождите. кажется. Забыли. По-моему, в первый раз я пою на стриме. Быстро, Пожалуйста, все, аплодисменты быстро, в быстро, быстро, быстро. Подняли ручки, похлопали Сереже. Давай, Сереж. Да, вот Аплодисменты в следует. комментариях. Это было... Это велико. Нужно Было нарезать супер, или спасибо тебе большое. Что ж. Вы мне льстите. Что ж, во-первых, ну, я не буду говорить сильно много, потому что сильно много сегодня и как бы не было, и большую часть сказали до меня предыдущие ораторы. Вот, добавлю действительно, что очень приятно ощущаются классы здесь, как они вплетаются непосредственно в мир, то, как они взаимодействуют с ним, и то, как они за счет своих способностей добавляют ему своих собственных красок. Это очень круто. Я словил невероятные мурашки сначала, когда Катя просто такая... Мне кажется, ей можно было даже не читать. Она могла просто по памяти пересказать вот это вот все начало. Настолько оно сильно у нее въелось в подкорку. Я просто сижу, кайфовал невероятно. Вот. И сцена, которая следовала за первым знакомством Дрога и Эгиен, тоже невероятная была, уютная. Тетушка, мое почтение, я в нее влюбился с первого раза. Матушка, точнее. Матушка, да. Мы, кстати, не назвали ее Матушка, имя. Да, она... Гортензия Сумквилл, я сказала, твоя матушка. Сказала? Или я не сказала? Ты не сказала. Друзья мои, если не сказала... Нет, Гортензия. говорила. Говорила, было, я, видимо, просто. Вроде говорил. Но если что, запомните, гортензия сумка. Гортензия Сумквилл. такая вот. Да, похитила мое сердечко сразу же со своего появления. Дальше чуть-чуть было тяжеловато вливаться с техническими шоколадками. И, в принципе, у меня, как у Эгиен, и у меня, как у игрока, было огромное желание просто уже идти в поход. Продолжать походную часть. И я всеми силами стремился ее продолжить. И, блин, я не разочаровался. В момент, когда действительно пошел поход, когда начались броски, когда начались события в пути, оно вот прям вдохнуло второе дыхание в меня, я аж проснулся, почувствовал себя максимально в своей тарелке и просто кайфовал до самого конца этого стрима. Спасибо большое.
Это Ну должно и было касательно быть. диалогов, мне кажется, у нас еще будет много разных бесед, в частности с ним Родель, Мгм. касательно распутывания вот этой вот всей мистики, которая с моей предысторией, с этими снами, будем пытаться трактовать. Да. Вообще, действительно, Спасибо. получается, Что нам еще немножко обратная ситуация. остается с нашими кубами, кроме как трактовать? Кстати, Да. забыл маленький моментик. Наташа, учись у Сережи, не отчаивайся. Сережа прошел целый кампейн с хуевыми кубами. На Мгм. Бьорне. Да. Он Просто вообще успешно правда. его преодолел. раз уж на то пошло, дело в том, что как это сказать, из-за того, что я часто вожу игры и работаю с кубами, мне нигде так не везет, как здесь. А, да? Я считаю это собственной победой буквально. Это я не знаю по каким причинам, но реально, я уже статистику веду. Здесь у меня наиболее плохие кубы статистически. Вот у меня таким же был Бьорн. Абсолютно. Бьорн Савангер, а.к.а. 12 кубов, 0 успехов. Да, максимальное количество кубов и просто успехов там чка. Если были Как я вообще. тебя понимаю. И какой Серега кошмар. Да, Серега правильно подметил. Как бы должна была быть сцена с Ульферком и его домом, очень атмосферный, но намного более динамичный. Но ввиду того, что мы, крякались постоянно с перерывами, получилось, что она очень сильно растянулась. И думаю, что на монтаже она будет выглядеть совсем по-другому. Ну, хотя бы близко к тому, как я ее задумывала. И то я там как бы именно скругляла так, чтобы это все ложилось как надо. Ладненько, я тем временем свою речь закончил, и шведский хоббит передается вниз. Эорико, держи, принимай. Давай. Опа! Я достаю, знаете что, ребята? Это карта мародеров. И далее. А.к.а. мой паспорт. Игра была классная. Я надеюсь, я смогу сказать что-нибудь. Саня, спокойно. Мы живем в лучшем мире. Вот. Игра была классная, ребят. Я просто, когда произнесли первые слова, когда там Эори входит в эту вот его хижину, и я такой, все, сейчас пойдет туда-сюда, и пошло. Там какие-то женщины о чем-то разговаривают. Не, это неинтересно. Вот другое дело пиво. Вот это. Да. А там подумаешь, ну там разгоняем, вот там Самое полечиться. такое, Что такое? он ведь реально, он вышел такой, посмотрел на небо такой, блин, погода классная, вот бы пивка. Вот. Эрик сегодня... И Дрога за ним: пациент, вернитесь в палату. Как из дурки сбежал. Эврик сегодня на чили, на расслабоне. Его полечили, его накормили, его напоили. Потом когда-то заставили идти куда-то в чаще лес, но он пошел. Дерево упало. Ну хорошо, что никого не зашили. Вот. Не, кайфовый дух. Вот. С технической шоколадкой не справится. Ничего страшного, ничего не бывает. Вот я вообще живу какого-то жесткого махача живу. Там, исполнять на взять, оседлать туда. Там, ну, шутить не буду, наверное, но можно это по контексту понять. В любом случае, не буду долго затягивать, потому что до меня все сказали, как говорит Серега. Вот. Я передам свою карту мародеров. Вот. Шалость удалась, я считаю. Вот. Хранителю. О. Я принимаю леголютку говорения. Переговоров. Я принимаю леголютку говорения. Мы вошли во владение Леголаса. Держи. О. Вот, поэтому и его отца. Поэтому грех, как говорится, не включить его в наше повествование. Мне очень нравится, как это сейчас в кадре выглядит. Просто супер. Спасибо вам большое, правда, ребят, что выдержали тоже эти все технические шоколадки, потому что под конец, когда они у меня же уже у нас как-то они даже участились там, да, с какой-то прогрессией, я уже начала вылетать, я уже просто
Вот с таким вот настроением просто, потому что ты держишь вот этот вайб, все, мы собраны, у нас история, мы должны рассказывать, мы должны следить за тем, чтобы динамика не западала. 25 тысяч перерывов, думают иначе, никакой тебе динамики, подруга. В общем, я очень рада, что все равно удалось победить технические шоколадки и довести стрим до конца, не пришлось его просто обрубать на каком-то из моментов, когда мы в очередной раз выпали. Спасибо большое, что смотрели зрители, что ребята выдержали все это безумие, оставаясь в персонажах, потому что сложно, это выбивает все очень сильно из атмосферы. В этом-то и прикол, да, что вот эти вот выпадания, они очень из атмосферы выбивают, и круто, что ребята просто как артисты у меня. Камера, мотор просто включилась, они все уже, они уже в персонажах. Спасибо вам за это огромное. Очень, правда, способности ваших классов влияют в том числе и на историю, потому что я импровизирую здесь столько, просто из-за того, что вы даете заявки, которые как раз меня сподвигают на то, чтобы больше продумывать, импровизировать, чуть-чуть, может быть, вплетать из того, что я прописала, но в основном импровизировать. И не так давно у меня прошла игра по системе Яр Капитан Яр в рамках нашего ивента на 1 апреля, на клоунского ивента, пиратская игра, где мне мой игрок Денис сказал, что ты прям, вот тебе нужно импровизировать. Ты идеальный мастер для того, чтобы импровизировать. Вот прям я всегда говорю, что у меня есть вот этот синдром молодого мастера, да, типа, как это называют, сейчас молодого мастера звучало как мастера кунг-фу. Даша с Серегой прошлое в китайском языке и вушу. Вот. Как будто бы синдром самозванца происходит, да. Вот. А он говорит, мне сказал, вот на отзывах в том числе, что вообще это к тебе несоотнесимо, и прям двигайся в эту тему. То есть не переподготавливайся, типа, к сессии, да, потому что тебе это круто удается. И я прям вот к этому прислушалась, это было безумно приятно вообще слышать, потому что ощущения твои могут разниться с тем, что видят люди со стороны. Вот, и спасибо ему огромное за то, что он сказал, потому что я все эти сессии получаю от вас самый крутой фидбэк от того, что я готовила меньше всего. И это просто очередной раз подтверждается. Вот, что очень много на импровизации. Кать, ты горишь этим сеттингом, этой историей. Понятное дело, что импровизация в данном случае пойдет просто, ну вот, как по маслу, потому что ты буквально, ну, как бы из души это изливаешь. Да, спасибо вам большое. И я надеюсь, что и Луи Ватар, и все высшие силы дадут нам пробиваться сквозь эти технические шоколадки и реализовывать себя в должным образом эту историю, чтобы и на стриме ребята чувствовали те же эмоции, что потом будут в нашей режиссерской версии уже отражены на Ютубе. Что это будет все вот так вот одной линии, идти плавно повествование вообще в самом идеальном образе. Когда-нибудь я перестану как мастер путать имена, называть пальцы, а именно путать испытания и проверки. Не волнуйся, Катя, ты сегодня уже вчера отличилась одним моментом. Был у нас тут, когда, раскроем вам маленький секретик, Doom изучал, кто такие Химбо, и там в референсе был фильм Magic Mike, и Катя такая, о, там Mad Max. О, Mad Max? А я имела в виду Magic Mike. Она написала Mad Max. Этого персонажа зовут Василий. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Геннадий. Это моя база. Вот, поэтому, пожалуйста, ребята уже снисходительно относятся к этому. Вот. Надеюсь, что перестану путать эти вещи и перестану говорить действительно при описании всего на свете. Работаем. Действительно. На самом деле, Действительно, на самом деле, так и есть. Действительно. на самом деле, Кать, так вот, единственный раз, когда я с твоей стороны действительно вот как бы услышал действительно, это когда ты сама акцентировала на этом внимание. Потому что я как-то даже, ты описывала, и я даже как-то оно не звякало.
Да, А действительно вот не они такая, обратили внимания. Действительно. Мы действительно не обратили внимания. Это действительно прекрасно, друзья. Вы действительно досмотрели этот стрим до конца. Спасибо вам огромное за то, что смотрели, оставляли свои комментарии, а также поставили лайки под этим видео. Написали, что вам больше всего понравилось. Ну и, конечно же, подписались на наш канал, если вы еще не были подписаны, и поделились этим видео со своими друзьями. Кто либо играет настольные ролевые, либо должен узнать об этом сеттинге вообще приключения в Средиземье, или любит «Властелин колец» и «Хоббит» так же сильно, как и мы. Спасибо большое, что смотрите нас. И самое главное, помните, Наташа, день рожденческое, отправляй. То все потерянные дайсы попадают в наш клуб. Ждем вас в Всем Дайстрее. пока! Увидимся в Дайстрее Пока. на нашем Дискорд-сервере. А еще и тизер, да. Тизер Тизер. посмотрите. Тизер. Тизер Милстоун, тизер. Меня вообще слышно? Алло? Хорошо. Доброе утро, Милстоун. Сегодня в меню слухи, драки, эмоциональные травмы, школьные разборки и очередная стрипня из кафетерия. Хорошего учебного дня, постарайтесь не попасть в полицию хотя бы до обеда и помните, что стоит внимательно выбирать, кому и что ты рассказываешь. А почему? Узнаете уже сами.